Здорово, пиплы. Шо, кого? Шо почемски? Ну куда, Походу, моя дека приказала Вэри долго жить. Грустно и невкусно. А нажимать все это ручками мне Вэри не хочется, конечно же. Мадеуш, Мадеуш. Засада. Потому что новую-то никакой девайс так и не купил под эту всю историю. А старый что-то уже начинает немножечко туда-сюда. Так, ну все, вроде включили. Либо ему прям вообще не нравится кабель, либо он... Не, он пишет, что заряжает. Но вот да, может ему кабель не нравится? Дай-ка сейчас другой попробую достать. Ух. Так, попробуем наш привычный кабель, который мы обычно пихали. А то его что-то найти не мог, взял другой. Думал, разницы не будет, а видимо есть все-таки. А видимо разница не только есть, но и пить. Так, попытка номер 2,5. Если он все еще если не оживет, то значит, ну, габелка. Значит, гобелен. Мое почтение, Опа. высокоблагородный милорд Нахренос.
Товарищ минерал, ваше мое почтение. Так, ну вот он на 2% воскрес. И сейчас он не выключается. Да ладно, что тебе нужны устройства больше всех, что ли? Да, видимо, все-таки по тому другому кабелю питание проходит чуть меньше и не хватает ему выживать. На выживать-то не хватает, а вот на этого... Это 1 или 7? По ощущениям, как будто на этого тоже не хватит сейчас. Ну, посмотрим. Посмотрим. Пока можно по волосам рассчитаться. Ну все, нормально. Здоровья нет? Работаешь, братан, хватит работать. Ты что, от работы кони дохнут? На нормальный рейджбейт уже, чё ты? Хороший рейджбейт получился, прям отличный даже, сказал бы. Алло. Прокашляться и расхихикаться бы. Но да. Рассчитывайте обратно. С камера. Зараза. Ай-яй-яй. Да, я чувствую, что мы сейчас здесь все равно не успеем нифига. Ему как будто батарейки не хватает уже. Сейчас я попробую с другого телефона открыть хотя бы депку. А как она открывается? Кто-то помнит вообще, нет? Щит! Я вообще забыл, как она должна. Не понял. А, я случайно ее закрыл просто. Ля, я конч. Так, ща. Так, features, это не то. Deck up. Вот, веб-версия. Какая там? Вот, 120... Понял. А, вот, сами solutions. Да, вот он. Я согласен. Connect. Okay, connect. Так, я согласен. Окей. Я просто боюсь, что сейчас он на нуле все равно сдохнет. А здесь... Понедельник. Typical. Feeling lonely. Да. Так, ладно, это работает. Этот факс. Ладно, давайте рассчитаюсь по-нормальному и уже будем подчиняться. Так, сюда. И валюсики. Пока, как говорится, не трогай. Так, а где у нас этот фретлес? Вот он, фретлес. Имкека. На месте, фретлес на месте. Всем здравствуйте. Но я надеюсь, будем работать, потому что если не будем работать, будет very грустно мне. Не уж. Фига, мы в прошлый раз 4,5 часа играли уже. Да. Сейчас мы будем слушать кайфовую музыку, долбить синты. Главное не долбиться в синты.
И я не помню, что мы делали вообще. Что мы делали и зачем мы делали. Не, мы пока будем долбиться в басуху, потому что на синты денег нет. Потому что вот на вот эти синты у меня не хватает денег. А без этого, ну, я что-то пока не вывожу. Такие безделушки. Но мы вообще вот здесь были в Temporary Room. Мы прокачали басуху себе. И я забыл, где у нас были жуки, чтобы качать синты. Помните, мы таких жуков находили, сияющих? И я не помню, а мы их находили. И вот надо как-то мне еще раз найти этих жуков. Ядрён батон. Ядрёний батоний. Не-не-не, мы находили жуков. На синты у меня вот тоже есть, но на синты мне не хватает всяких дотов. Ёлы-палы, страшно-то как. Ля, я даже попал в эти все. На, в эти не попал. I push my fingers into my eyes. Так. Давай вот так сделаем. Давай сделаем гигашлепу и сделаем шлепу. -1 шлепа. Щит. +1 шлепа. Ты согласен. Подожди, а у меня такой есть? Нет, интересно. Это смайл. Rank out. Ну куда я гляну, мне интересно, а я? А у меня такого нет! Эй! Я тоже такое хочу, у меня такого нету. Как так-то? Вот это, конечно, да. Меня тоже печалит, что я этот сильверхендовскую вот эту руку не получил.
Same. Так, сняли кровотек себе. Бля, я не могу кровотек себе снять, что ли? Или он мне заново наложил его? Мраз. 24, братан, ты куда так много-то? Один хп. Братуха, ты рофлишь меня? Я что-то завтыкал, да. Дядя меня рофлит, походу. Страшно, вырубай. Ну и как бы мы вообще без гигахапульки вышли в итоге сюда, на эту темку. У нас чё? А, это просто костер. Астер. Щит. Да, щит, они еще в козлов будут превращаться сейчас. Поехали. Гитару не помню, а вот что-то урон вообще какой-то ультрамизерный, нет? Очутился. Ну, двак сразу в козло перевел, конечно, нормально. Вот Казаси, вот эта сильверхендовская, вот это, по-моему, самая тема. Вот я ее упустил, конечно, да. Вот за нее очень жаль. Ну, смотрите, я проблочил, и все равно на пол хп мне втащили. Это за любовь. Я надеюсь, это тот самый мем.
Е. Это он. Факс? Ну, да. Ну, ты знаешь, то самое Фома, типа, не успел, ну, tough luck. Как бы, ну, специально, чтобы ты ходил, смотрел, сидел, дрочил всю эту тему, иначе ты же не придешь. Понимаешь, иначе у тебя же не будет такой темки, что, типа, хей, подожди, я могу получить в любой момент, значит, я сейчас не буду приходить, и мне похер. Как бы надо же, чтобы ты прям, ну, боялся, что упустить это, и пришел сразу. Мне дали какую-то зеленую жижу. Неплохо. Вот, типа, я получаю эту джентовую эссенцию, но мне нужна не джентовая эссенция, мне, потому что джентовая это на шестиструнку там, эту крутую. А я на ней не умею играть. Ну все, я всех твоих этих разобав. I push my fingers into my eyes. Он крепче, чем я ожидал. Окей, ты добился своего, но это еще не все. Прости, но я не думаю, что ты достойный противник для вице-президента СМР. Отправляйся вниз по склону вулкана, и что бы ты ни делал, не иди за мной на вершину. У тебя же только боль и страдания. А, ну все верно. Вот, а я еще переживал, что мы никак не находим этой темки. Еще одну осталось поднять такую. У-и-а-а-а. И... У-и-и-а! У-и-и-а! Вот, таких жуков я ищу. Вот, электропомехи, вот эти жуки нужны мне. Тембровый разлом. Вообще, не, конечно, всегда жаль, когда пытаются так вот загейткипить какими-то временными темками, да, но при этом я знаю, зачем так это делается, в принципе. А вот, кстати, последний. Это у меня. This is my тележка. Согласен, да, согласен. Но было бы здорово. Было бы здорово вообще не гейткипить все это такими булщит механиками, да, типа Фома. Но нам не суждено, но пользовать кэш. А куда это?
Но, к сожалению, они не одни так делают, потому что... А где я вообще нахожусь? Я понял, где я нахожусь. Но, например, те же все... Я вспомнил, где я. Лайв-сервисы делают абсолютно то же самое, к сожалению. Гей кипит. Ге. Не бейте меня, пожалуйста. У меня хп там почти не осталось. Ну давайте забафаем себя на щиты тогда, что ли, получается. Так, давай, воруй. Щит. Сюда. Чил. На тебе мимо щита, говна, кусок. Там яишко вон тоже. Чью руку? Да, осталось найти ту руку, потому что... Я, честно говоря, очень плохо запомнил, где была та рука, и с крабом я не хочу. Тихо, тихо. По-моему, она была ближе к городу, нет? Нет такого ощущения, что как будто бы вот она должна быть где-то вот, ну, не тут. Я вспомнил, что это за яйки. Щит, факс. У меня карты нормальной нет. Была бы карта еще адекватнее, я бы еще сказал, что типа, ну да, можно на карту смотреть. О, смотри, а если развалить это, то... Яйцо до вылупления, то он не вылупится. Может, где-то и нарисовано. Может быть. Щит. Щит факт. Ни одного атакующего нет. Ты смотри, чё.
Не повезло, не повезло, да? Ему реально там осталось-то вот ну, на пипиську атаковать. Где-то на фоне, может, и нарисовано. А, эту статую трогал уже, все. Карта. Помогает нам? Грасерта, добрый вечерочич. Вечер, очечич. Добрый. Не хватает. И... Тихо. Вот он, я нашел его. Курва. Ладно, он один. Но у меня... Но он все равно курва. Я вот эту молнию никак не могу поймать под усиленную. Я вот вижу, там есть желтенькая, но что-то я каждый раз не попадаю в нее. Да, зря я это сделал, походу. Я понял, как он работает. Меня габела. Нет, ему габела. Да, его нельзя бить, когда он находится в фазе этого. На пониженную выходит. Энергия рифов! Нифига себе, мы еще тут педаль ловим. Шик! Педаль, вермишель, верман, вертан. Что это? Стык. На старте твоего первого хода на каждый противник с твоим образом наклад... О, неплохо, кстати, нормальная педалька. Так, ну раз мы здесь, я предлагаю тогда перейти в пляж. Да. Типа на... Ну это, видишь, это на старте боя, не на старте хода. Вермин. На старте его первого хода. То есть это только в самом начале. Старт. Типа, видишь, у меня педаль Z-Boost просто ауешит, да? Неплохо. Типа, 5 крещендо. Ну, за 5 крещендо можно, как бы. Лимит здоровья на 25 тоже полезно. Блоковая неплохая. Вот, кстати, педаль блюз неплохая, кстати говоря, что щит не обнуляется. Что у нас там по деньгам? Ну, по дебафу... Да, но, опять же, смотри, это на вот эти рядовые бои хорошо. На босса, мне кажется, это уже вообще так не работает. Ну, по ощущениям. Ну, как бы работает, но, типа, даст один дебаф какой-то. Так, можем что-то одно купить. Ну, на акустику не хочу покупать. Че, надо вот что-то либо это... А! Чуть не хватает.
На тебя... Мне кажется, вот это надо купить. Ой, вот это очень вкусно. На посуху. 250. А у кого можно продаваться? Я бы, может, что-нибудь продал бы, чтобы купить еще эту темку. Во. Вот. Что, может, одну хэпульку продать? Вот я не знаю, а золотой альбом для чего-то мне понадобится или нет? Потому что пока он только один был, но он дорогой довольно. Активирует все в своей цепочке эффектов. Случайный враг равным созданному счету. Да не, мне кажется, не особое выключение, потому что я не знаю, просто если она будет от слэпа разгоняться, то да. А если не будет от слэпа, от шлепа разгоняться, то она дает, по-моему, 2 или 3 щита. Ну 5 щита она даст, да, вот смотри, вот выключение, да, вот что у нас дает этот эффект? Рифы. Ну вот, да, как бы. Накладывает на тебя вот это эффект. Блин, мы здесь не посмотрим нигде никак, да? Мы здесь не посмотрим никак. Ну, а вот так она накладывает прям, ну, чуть-чуть щита. Сколько мне вообще надо еще? 550? И здесь 500. 1050 мне нужна. Мне еще, в общем, мне еще дофига надо. И далее. Что, вместо крещенда, что ли, взять? Ну, я просто что-то смотрю, да, но как-то, типа, 5 крещенда, если ты 2 одинаковых играешь, ну, фиг знает. КП неохота, а уешку тоже менять как-то не очень. Тунг. Ну, вот этих очень надо нормально набрать. Так что ли набрать на синты? Что, попробуем на синтах? Я бы на этом вообще разгонялся, но на этот у меня вот снова пока ничего нет. Бежал? Давай, Байн, давай. Спасибо, что заглянул к нам. Бобры тебе на вечеречи. Спасибо, что побыл. Тут эта точная длительность как-то очень сложно звучит. Очень сложно звучит. Ну, типа, 7 единиц урона, это что-то вообще как-то ни о чем. Ой, лютан снова нажимаю. Так, а что мы можем разбафать еще? А, опять крещендо дает, да? То есть он дает 5 крещендо, а это что? 12 щита. Дархауса. Дуофонный. На 2 повышает. На 2.
А, ну этих надо 15 шариков, да, мне? У меня только 5. То есть я только что-то одно могу бафнуть. Ну, типа, 3 единицы против 5 единиц, крещендо как будто бы шляпа какая-то. Да, вот это тогда, что ли, бафнем? Я не знаю, но вроде досмотрел. Да, это шестиструнка там. И да, она призывает этого какого-то демона. Она чисто варлоковская такая история, да, из разряда туда-сюда обратно делает хп. И призывает демона. То есть она дрочит нам хп, там за хп ты типа фигачишь атаки. То есть надо, и там от хила не так много. Ну, еще покажу тогда, господи, что мне. Опа. Это на шестиструнку? Синты новые, смотри, что. Аттенюатор. Снижает уровень случайного негативного эффекта в твоей цепочке на... Так, в твоей цепочке. Снижает уровень случайного негативного эффекта в твоей цепочке. Эффект. Аттенюатор. Вот. Вот чего мне не хватало с этими... с дотерами-то. А это чисто вытягивать это, да? Смена полярности, с них бафы. Это мы удачно зашли. Это мы very удачно зашли, но, к сожалению, very неудачно, потому что места не хватает под это четырьмище. От чего мы отказываемся? От 8 щита? Ну так, если только взять, да? Подожди, я же хотел тебе это показать. Джан. Подожди, может мы сможем что-нибудь сразу разбафить там, нет? Вот. 15 урон восстанавливает хп. Это надо разбафить нам. Ну вот, видишь, да, типа атака генерирует 10 щита, но при этом 4 хп. Ну, либо 15 щита и 6 хп. А в чем прикол? Накладывает... усиленную накладывает. Усиленную. Ну, давай. Вот, видишь, что, типа, наносит... теряешь 5 хп, наносишь всем врагам 5 урона. Но и чем больше хп ты за этот ход потерял, тем больше ты им нанесешь. Не, плюс 1 призыв. Но у меня денег нет. Одна обилка только есть на восстановление хп. Пока что одна. Ну, как бы, пока я других просто не нашел там. Кстати, смотри, эти выходят как на них. Да, вон этот, рука на земля каста нарисована-то. Мне нужны где-то эти жуки, надо жуков набирать. Это там сейчас босс, наверное, будет, да? Мы где-то жука видели? Просто на басуху, например,
Я знаю, где набирать. Да-да-да, мы где-то здесь жука видели, кстати говоря, хочу проверить. Это походу, да? Жуков больше здесь нема. При том, что костры появляются новые, да? Вот эта джентовая эссенция появляется заново. А вот с жуками у меня беда какая-то. Смотри, я просто перехожу туда-сюда. Ну и да, и минус пока вот этой хуеструнки в том, что у меня почти нет риф на нее. То есть вот, вышел, зашел и... не, хер там. Ну тогда я не знаю, тогда надо с каких-то мобов набирать, наверное, ее. Потому что мне казалось, что она восстанавливается. Не устанавливается, значит, я что-то попутал где-то. Однако, здравствуйте. По-моему, здесь уже где-то был синт. Блин, ну я, конечно, шестистрункой сусь немножко туда идти на босса. Да, я все-таки поставлю на синт пока что, на боссе. Ладно? Я на мапочке каком-нибудь покажу эту гитару. Она прикольная в целом, меня приколола, но... Я просто боюсь, что сейчас я не вывезу на гитарке. На басу могу вывести, на синтах. I push my fingers into my eyes, and it's all the thing. Он парень не пробах, но у меня было время подготовиться. У него не будет шанса сорвать наш план на битве бендов. И теперь, когда эти рыбаки не путают под ногами, мы тут откроем магазины по продаже пластинок с шанти, о которых я всегда мечтал. Люблю, когда мои планы даже перевыполняются. Шанти? Что? Чел, ты? I push my fingers into my... Ты серьезно хочешь продолжать? Я думал, ты умнее. Да, так ты не только на битву бендов, ты вообще никуда не попадешь. And it's only thing. Что-то там, stop the ache. Ты дурак. Я хотел закончить дело мирно, если ты настаиваешь, чтобы я применил силу. Сныкался, главное, черт. Синт против лавовый Рифсон. Вот, видишь, да, вот эта штучка накладывает 3 единицы брони. Даже если их будет 3, получаешь 9. И как бы, ну... А в чем приколюшич? Бля, страшно. Ну что, сразу ульту, что ли, втащил мне? Ух, почти все, кстати, прожал. О, я его ульту протанчил. Сосать! И 9 атаки. То есть ты хочешь сказать, что она дает броню, плюс еще раз броню? Да, ультимат это у меня... Да. Моя очередь.
Идеалити. Мне кажется, надо трубу ему развалить, нет? Такого ощущения. Седая ночь. И только седая ночь. И только ей доверяю я. Одну заблочил даже. Но он нифига мне так снял, нормально. Но он прям что-то жестко меня трахает. А, смотри, я его это... Даже А это что у меня было? А, в размере урона что-то. Давай, ладно, окей. Но он какой-то ультра жесткий, нет? Ну, типа, снимать по 8 это какая-то вообще говношляпа. — 25? Дядя, не надо. Ой-ой-ой. Я что-то пропустил. Слушай, у него ХП, знаешь ли, тоже не это...
Снова ульта. Одну только пропустил, приколи. Я, смотря его ульту, протанчил просто на изях. Он сейчас похилится еще, мразь. Говно, ублюдок. Давай. 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 Но у меня другого варианта нет, только его этот... Смотрите, как мы сейчас грязь ему сделаем. Так. А, подожди. Подожди, грязь накладывает эффект на себя. Да. Заценил? Я пытался нажать. Ладно, хоть одну проблочил. Я боюсь, я следующий ход не переживу просто. А, он разбафывается, нормально. Он турбо себе разбафал. Я вообще ему урона не наношу, по-моему. Факс. Ну, тяжко он как-то... Жрать бутылки? Не, я не буду жрать бутылки. Тяжкий какой-то чел, тяжкий. А что с ним делать-то иначе? Ну, пошли еще раз затраем его. Если не выйдет, ну тогда этот будем... Попробуем тогда с басухой его одолевать. Можно это пропустить как-то? О. Но пока у меня самый мощный это бас. Но он сразу с ульты начинает у нас по дефолту. Я вовремя нажимаю, кстати, не гони. Блин, ладно, я обосрался. Ну я вовремя нажимаю, он мне говорит, типа, нет, не счетово.
Смотри, а ему вообще урон не наносит, походу, что ли? Или... А, у него трубы сжирают урон весь. По-моему, у него трубы просто сжирают весь урон тогда, нет? Ну, смотри. Не, все-таки я правильно сделал, что трубы начал душить сразу. Надо сразу трубы выдушивать. Там. Да, вернул. От уровня, да, то есть, но... По 24 как-то шляпа. Он влево меня сдвигает, не вправо. Щит, ну это говно. Видишь, что? Да. Но у меня не хватает урона. И у него снова трубы готовы. То есть мне снова надо, видишь, каждую трубу по отдельности выдрачивать. То есть вот, я наношу урон по нему, но съедают урон трубы. Жалко-то. Ну, это ГБ. Не, синты, вот знаешь, привет, Редфинч, на синтах хочется поиграть, но синты такой отстой. Они так просто вот, ну, не вывозят, вообще никак не вывозят. Не, я просто басуху возьму. Басуха, по-моему, овнич. На басухе очень несложно разогнаться. Плюс у басухи есть ауешные. Во-первых, щиты сразу на себя вставим. Щиты. Щит. Фильтр. И всем еще по это. Если я нормально прожимаю, то в целом я даже урон не особо получаю.
Сколько там? По 13? По 7? У меня даже хватило еще щитов. 12 слэпа, смотри. Сейчас... получается 17. Гигаслэпка. Всем врагам. Да. И вот так. И всем врагам еще. Подожди. Запил. И опять же всем врагам наносит, да, он? 29. Всем врагам. То есть я просто всех сразу вытаскиваю из этих, да? И сколько так? 30 урона? 39 урона. Сейчас бы ладошкой, конечно, по нему вдарить, но не получается. Ладно. Поехали. Смотри, разжираю. Не попал? Не попал. Просто себя чуть-чуть разожрал. Он начинает первую башню восстанавливать. Так, у нас 8 шлепы. Оставлю пока эту штуку. Подразгоню на ручку, надо что подразогнать бы. Шлепу. 11, ну уже неплохо. Ну давай, ладно. Бахнем ручкой, пока есть возможность. Запил. Поехали. Попал, кстати. Попал. Ты видал это? Ты видал, насколько басуха просто вот разъеб устраивает? И сколько мы пытались его дрочить на синтах. Вот сколько мы дрочили его на синтах, и просто с басухи я за одну фазу его вынес. То есть он даже полностью башни не восстановил до конца. То есть все. Я тебе говорю, басуха шлепает. Такого в моем списке задач не было. Нужно доложить Рившину. Немедленно. Push my fingers into my eyes. And it's only thing that slowly stops the ache. Я вспомнил слова. Я получилось, парень, небо очистилось. Настоящий морской актер держит слово. Мы отправляемся на твой турнир завтра с первыми лучами солнца. Можешь переночевать у нас. Так, подожди. А, это Трипсон. Изяйше. Хьюстон, у нас проблемы. Этот парень Роб предок своей цели напролом. Я много лет веду битву бендов и всегда успешно доводил до подписания контракта самых сговорчивых участников. Да так, что комар носу не подточит. А теперь какое-то чудило с верхнего запила. Вывел из игры двух моих предположительно лучших заместителей и замахнулся на участие в битве. Вот дерьмо. А как все хорошо начиналось? Да, очень круто, очень загадочно. Но сейчас мне нужен результат. Переводчики постарались, конечно, да. Пожалуйста, скажи мне, что ты справишься. Справлюсь. Прекрасно, а теперь делай, что хочешь, но этот чертов роб не должен набраться до фестиваля.
Тундра. А, ну типа тюн. Не, типа, не, ну вы поняли, да? Типа, ну тундра, ну А, я там не докупил же говна. Это был шутка. Извини, что так вышло, парень. Я лично проверял двигатель перед отплытием, с ними все было в порядке. Что могло пойти не так? Ладно, это моя забота. Ты уже понял, что до фестивальной площадки мы не добрались. Это пример шут-тундру не забредает никто, кроме самых разустойчивых исследователей и авантюристов. Любая помощь, которая удастся здесь обнаружить, будет крепкий, как старый башмак. И такой же съедобный. А еще команда говорит, что вокруг лагеря шныряют странные существа, искаженные силой звука. Можешь считать меня параноиком, но я край мой чую, что ко всему этому приложил руку Самара. Чуть я настоящего морского волка схочешь. Так или иначе, я предлагаю тебе осмотреться и поискать, как выбраться отсюда. А я пока успокою команду и раздобуду какой-нибудь еды. А у меня горло так умрет. Если тебе что-нибудь понадобится, то ты найдешь нас здесь. Матросы сказали, что во время разведки заметили что-то похожее на дерево далеко на севере. Может, стоит начать поиски оттуда. Так, я обещал показать эту. Чин. Сдается мне, движок был староват, но сама старушка при последней проверке была в отменной форме. Да уж, я только что заменил преобразователь звуковой энергии, когда мы в порты были. Бред какой-то. В общем, опаньки, мы попали. Но не время впадать в уныние. Уверен, что мы что-нибудь придумаем. Я там не докупил просто говно. Он тут страшно, к нему можно привыкнуть. Я пошло не так, как я надеялась, но я постараюсь извлечь из ситуации максимум пользы. Отсюда горы кажется гораздо ближе. Я передохну немного, отправлюсь изучать их. Удивлен, как мне удалось так быстро прийти в себя после жуткого кораблекрушения, но признайся, что удивлен. Я никогда не покину тебя, по крайней мере, как твой главный поставщик модов. Взгляни на мой товар. Звукосниматель месяц снижает уровень всех... А, акустика. О, прикольно. Струны-то кайфовые. Ну-ка, позже. Блин, в начале хода теряешь 10 здоровья, в конце восстанавливаешь 10. То есть выходишь в ноль, да? А так, ну блин, давайте попробуем. Подожди, они меняют внешний вид прям, да? Кайф. А здесь не меняется. Опа. Опа, чё? Товарищ минерал. Спасибо за такую щедрость. Редфинч, но это конгратулирую тебя в лицо. Таким подгоном. Перед товарищем минералом снимаю шляпу, конечно. Белка. А зачем сюда проход, если тут ничего нет? Нифига себе, товарищ минерал. Вы что там, разбогатели внезапно? Спасибо огромнейшее. Это, ну, прям жердешечка такая солидная. Спасибо вы, спасибо вы. Это прям, ну...
Тип Федор Максимилианус. Здорово, Ричард, здорово. Сказали, тоже стоит. Ну вот. Как так вышло? За что? А, ну там просто расходники продает. Кто? Очень большие деревья отряды, малец. А отрадно видеть, что молодежь интересуется историей. Да и мне чем заняться. Раньше сила звука в мире была гораздо слабее, ее амплитуда, значит, и то, что можно было сделать с ее помощью, колеблется и меняется, как магические потоки. Это дерево один большой улавливатель для силы звука. Оно собирает и распределяет по всему региону. Ее. Перед высокой амплитудой силы звука древо-отряд оживает, реагирует на реликвии, размещенные на пьедестале у его подножия. Зрелище просто потрясающее. Перед нарастанием спада силы звука... Понял. Не финтыш тебе. Блэс. Ну это. Кайзоки Блэс. Спасибо. Спасибо большое, братан. Ну, про себя-то надо не забывать. Себя-то важно. Мы должны по максимуму использовать открывшиеся перед нами возможности. Нам повезло, что они вообще у нас есть. Ой, братан, куда тебе столько монет? Но, с другой стороны, мне какая разница? Не успев. Ну, Демон Глум это... Развлекейшн. Наградить. Я не знаю, куда тебе 1500 мемкоинов, но... Дело твое. Вы не поверите, но вот этот трек — это мой бенчмарк на новые наушники. Это чуть ли не поверите. Поверите, конечно. Что, вам обманывать, что ли, буду? Но в целом, да, всегда, если я какие-то новые наушники мне дают послушать, или я себе купил, первым делом запускается ост из Дума, чтобы просто посмотреть, насколько они прям качают. Лурк. Лурк. Дон все обещает нарисовать, но... Обещанного Доном 500 миллиардов лет ждут. Сейчас мы будем заниматься сексом. Не, ну если это обещание, то погнали. О, нифига страшная улитка. Так, Демон Глум. Вот этот. Врагу. И вот призывы. Да, на. Это что? Это вот эти призывные призывы. Это наша Pocket Demon. Pocket Demon Gloom.
Вышел погулять. Так и да, только... не эпик, только мой хп-бар при этом всем. То есть из минусов мой хп просто говорит до свидондель. Аши, и я слышал, у вас тут какой-то хардакор есть. Не, врут. Ну, кстати, как вариант, можешь это как ларовед к ним пойти, приколи. Здорово, дядька, здорово. Как ты дела? О, лист древа там можно было менять. Какой-то кашкадер еще взял. Что так кашкадер взял? Вражеская цепочка эффекта срабатывает по завершении действия. Какой-то как пипедастер какой-то, не знаю. Ну, как будто вот... не знаю. Это босс? О, господи, из змеи духовые, чем я такое заслужил? Слава, колокольчик, вот этот герой. Герой, поможешь мне избавиться от этой жуткой змеищи? Нет. Там, в принципе, хорошо, постримили, даже поиграли. Товарищ Минерал кучу игр надарил еще. В Warfare там подгон сделал. В целом, торт похавал, все как надо. Претензий нуль. А у тебя как дела? Вот это просто призывные призывы, да? Ну я пытался, но я первый раз вижу его паттерн. Слушай, ну это я тебя могу только конкретизировать. Ну вот, и как бы только вот так вот получается отхиливаться от него. Что это было? Что он сделал? Такой, братан, это обнимашки, обнимашки. Так стимовская вот эта гора позора, это база. Парень, ты спас мою шкуру? Погоди, не мог же мучиться... Ох, погоди, я же мог мучиться на моторке. Вот это страх совсем мозги отшибло. В общем, ты меня спас, вот тебе за эту педаль. Я нашел после крушения парома. Тебя, наверное, придется больше, чем мне. Удачки! Гандон. На старте каждого хода... О, вот это неплохо, кстати. На старте каждого хода крещендо выдавать.
Пофигу на хп. Мы так потащим. Ну, кстати, да. Я, кстати, не уверен, О, вот эти жук. Я не уверен, если я доиграю свою, если честно, потому что я вообще понял... Опа, чё? Одну темку, что мне... Я просто играю вот в несколько каких-то своих вот, ну, игр, которые я привык играть. Я в них играю, а остальное все, типа, я уже манал. А что за игры ты купил, Энра? Кстати, сейчас мы еще Крещендо посмотрим. Вот это мы забалдеем. Поехали, запил. Тыщ. Дun. Понял. Но, да, но вот по хп здесь проседаешь, конечно, жестко. Черт, у меня снова задержка в развитии. А она запарила блокировать-то. А как мне разблокировать-то? Чит, факс. Пошла в сраку. Запил, поехали. Сейчас. Еее! Каждый удар наносит только 1 урон. Я типа... А как ты сражаться-то? Я просто не знаю, как с ней... Ну, не, видишь, это сам враг такой просто. Так-то она... вот, вот. То есть, вот этот призыв, он пробивает ее. Инди-игра фермеров постапоке. Какой-то инди-джерпг, на какой черт. Гостранер прикольный, кстати, мне очень нравится. Гостранер, второй что-то я не знаю как-то, а вот первый очень прикольный оказался. Особенно вот этот уровень в башне, где ты просто лезешь наверх по этой башне. Такой отвал клевый. Вот честно, Гостранеру очень бы пошло играть в ритм. Да, локдаун. Инди-фермер в постапоке? Так подожди, инди-фермер в постапоке это же буквально на Stardew Valley, нет? Wait a minute. Инди-ЖРПГ... Инди-ЖРПГ, братан. Инди-ЖРПГ это буквально 50% игр, которые в принципе выходят. Так. Новые рифы. Надеюсь, на отхил.
Теряешь 20 единиц хп и получаешь здесь крещендо, говно. А, ну крещендо нас отхиливает. То есть, если... да, можно, кстати. Но ритуальный УЗХЗ, Metalcore, на данный момент на этом ходу. Ага. Ну, что-то такое себе. Ну, вот, и вот восьмиструнка какая-то вот... Немножко такая вот странная, да, получается? Ну, если честно. То есть, с одной стороны, вроде как она такая прикольная, да, и со всякими этими эффектами. А с другой... ХП что-то вообще она тратит максимально жестко. Это пассив, которая минус 10 плюс 10? Да. Ну так ты смотри, у меня же и этот... вот же, подожди. Вот это тоже. 5 урона. Общий объем ОЗ потерянных на данный момент. То есть я еще с каждого хода теряю, ну как бы, вот, получается, драчу еще вот эту темку. Но мне кажется, надо... Вот, надо демонические струны брать, потому что они хотя бы будут меня отхиливать в конце боя. Вот, ну, я хотел бы демонические, но демонические, получается, не получается. Но мне щит не настолько нужен, на самом деле. Вот мне бы вот этих как-то больше бы, но... Вот эти надо набрать. От хила вообще не хватает. Ну, типа, ну опять же, да, как бы вот за 30 хп на 15 крещендо терять. Ну, very тяжело, да, как бы вот, как будто бы... А это я уже прокачал. Типа на 18 урона это окей. Вот это можно было бы прокачать на самом деле. И Metalcore, да? А, не хватает мне. Одной не хватает мне. Ритуальные узы, что-то не знаю. Типа за 10 хп. Как бы все бы ничего, но надо как-то мне... Это... Ой. А, можно так делать, типа, что ли? А, мне чего-то не... Одну надо еще какую-то взять. Ну, давай вот возьмем. Потому что, ну, что-то... Ладно бы я еще мог щитом это все протанчивать, но я щитом не могу это протанчить все. То есть я получаю 5 крещендо, но мне надо еще как-то выдрачивать тогда. Ну, только если так получается. И попробуем с крещендо хилиться. То есть, по-моему, вот этот крещендо меня как раз хилит. То есть, если я получаю, да, на старте за хп, за все про все, есть вариант, что я просто смогу отхиливать жестко. Щиты вот мне нечем снимать, если честно.
И хилиться не от чего, да? То есть, и вот... Хейдес, ну она ну, просто метальная такая, да, не знаю насчет Хейдес, не Хейдес, Шмейдес какой-то. А вот это уже насквозь не пройти, да? Но по ХП проседается прям жесточайше. Реликвия мелодии. Педальку, Вермин... Ну, Вермин, в принципе, тоже неплохо. А нам, кроме этой, нечего поставить, по сути. И поэтому мы поставили, типа, ХП только увеличить. Либо эту. Сапфир Скай. Ну, как бы, ну... Либо так. И вот, вот эта 8-струнка, 17-струнка, 20-струнка. Все кайф, но. Да, как бы, все кайф, но. Так, ну давай купим что, пусть будет. Так а что, а басовые ты басовую не слышал, что ли? Да, Локтаун. Нифига себе шарит как. Где мы... Хорош, хорош. Так это басовая тема тоже вполне кочевая такая. Я по-моему, вот это получил, да? Да. Смотри, ликвида. Кругляшковая. Пока, честно говоря, шлёп-бас самый имбовый из всех. На восток. Реликвия для отряд, да. Оп-оп-оп. Что там за сниматель? Первого связывает тебя с случайным врагом, на конце выхода связанный враги теряют. Естественно, сколько меня это бесит. А тебя не бесит, что в НТЕ сразу 4 жестких баннера выкатили? Выкатывают. Дон-дон-дон-дон. Ну так не хватит. Не иди так. Нам туда надо. Я не обойду, мне туда надо. Сюда! У-у-у-у-у. Бах, не в того! Сука! Раза не туда! Одного не хватило, да, мне? Собака, ладно.
Так, сколько меня захилит сейчас? Смотри, у меня сейчас 57 хп. Смотрим, сколько я запила выдрачу. Ну, почти все даже. Нисколько меня она не захиливает. Но если меня не захиливает это говно, то я даже не знаю, что еще делать тогда. Геншин привык к этому. Ну окей. Чё-то... А как мне прохиливать-то это все? Здорово, бро, здорово. Как у тебя делашечи? Как у тебя вообще денечек? А как это все выхилить-то мне тогда? Это все, конечно, кайфа, но... Это какой-то unreality. Скажи... Ой, посильно скажи, что это не за... Супер Metal Record! Я так и думал, ты не выглядишь бездушным чудовищем. Можешь поверить, что когда ты работала на этих фриков, мне уже кажется, что это было не со мной. Сейчас я живу одна с верным Банджо и псом Джонсоном. То есть мы жили тут с Джонсом. Пока... Ну, я его уже несколько дней не видел. Раньше он никогда не исчезал так надолго. Я понимаю, тебя своих дел по горло, но если вдруг увидишь пса с теннисным мячиком в пасти, это Джонс. Поглядай по сторонам, ладно? Он может не захотеть вернуться ко мне, но важно хотя бы знать, что с ним все в порядке. Баллатра? Слушай, кайфово Баллатра. А мы тут тоже не понимаем, как вообще играть эту игру. Я пока не вдупляю, как прохиливать. Окажется, что какой-то гигадемон. А я смогу к ней зайти? Нет. Но я могу это топать. Еще один трудный день для сотрудников СМР. Шучу, все не так плохо, да и коллега у меня огонь. Сегодня, правда, новый генерал пришел. Некто по имени Рик Рифсон. Не хочу показаться хейтером, но какой-то диссонанс он на меня вызывает. Надеюсь, с его приходом в нашем отделе исследования энергии и звука ничего не изменится. Обожаю свою работу. До сих пор поверить не могу, что мы создаем совершенно новый источник энергии. И разве не прекрасно, что мы делаем это с помощью музыки? Ну и плюс, да, мы пытаемся все на 8-струнке как-то разбомбиться, но что-то пока, честно говоря, получается не очень хорошо. Знаете что, наверное, все-таки 20 хп в конце каждой битвы — это нормас. Это норма. Типа, да, я потеряю в уроне, но... Некрасивый. Где? Здесь или где? Ну, он здесь такой островатый. То, что здесь островатый, да, согласен. Здесь об него, конечно, порезаться очень можно. Очень просто. Ну, это жестко, конечно. Там 2 птицы и улитка. А у меня пол хп всего. Ну, хоть захилились. Very плохо, да? ХП, это ГГ. Я не переживу, даже если заблокирую все. Ну вот и как бы, а как здесь быть-то вот?
Типа, поушены жрать просто как не в себя, или что? Типа 20 хп теряется, 10 крещендо, это оказалось вообще говно какое-то, шляпа. Сейчас еще и не в улитку все это зафигачит. Надо в улитку, а он... О-хо-хо-хо-хо! Извинитесь. Все, извините, пожалуйста. Подожди, так меня призыв захилил, что ли? Или у меня всегда было 100? Или я просто этим захилился? То есть я нанесу 0 урона. Нет, то, что сотни после поражения, это да. На этом ходу. Мне другое интересно. Сейчас посмотреть просто. Блин. Ну ладно. Я хотел другое посмотреть. Просто у меня, так понимаю, призыв тоже не захиливает, да? Или захиливает? Вот этот. В размере 5 урона числа очков призыва. Ну, то есть по 40 туда. Плюс 8 плюс 1. Вот это, конечно, хорошо. Но и все равно, честно говоря, 30 хп на 15 крещендо, учитывая, что почему-то крещендо меня не захиливает. Если после соло есть 8 очков призыва, призывает Талла. Так, то, что нет, то, что плюс 20, это у меня струны дают после конца боя. Я был бы рад писать о чем-то кроме работы, но в последнее время я почти ничем другим не занимаюсь. Я понимаю, что делаю важное дело, но СМР все реже сообщает нам, как именно используют наши разработки. Я уверен, что они работают во благо человечества, но будь это так, разве не было бы мудрее со стороны руководства поделиться успехами с нами? Мотивировать нас бегом бежать на рабочее место по утрам. Может быть, у меня просто паранойя. Паранойя. Жук. Босс. Босс, босс, босс. Босс, босс, босс. Ауф. Ауф. Ты Джонсон? За волком, чтобы... это мячик в дереве. Че, 2 змеи.
Поехали, запил. Ауф. Сейчас мы ауфнем их. Фулка. Е-е-е! Не, крещендо не лечит в процентах от урона, мы это проверили. Я нажимал. Вообще не лечит, братан, я проверил. Я же поэтому крещендо и прожимал, чтобы проверить. Вообще 0 хп восстановило. Я тоже думал, что я буду тратить хп. Да, набирать крещендо. Быстро набирать крещендо. И за счет этого отхиливаться. Да, у меня такой и был план, что я буду ну, резко набирать, резко скидывать. На таких качельках рисоваться. А по факту оно вообще нет. То, что там только... я тебя понял, что ты имеешь в виду. Все, надо проверить, да, может и да. Все, я тебя понял, просто по улитке проходит 1 урона, поэтому там ни хера не вылечило. Я тебя понял. Слушай, ну тогда вроде как даже viable strategy, да, выходит? Не, улитка просто в сраку идет, честно говоря. Вот она максимально душная. Типа по 1 урона от всех источников, кроме призыва. А если у меня нет призыва, то что тогда? Я просто долбить ее должен в единичку урона? Совсем не верю. Мой песик, ой, смотри, он что-то откопал. И мячик кто принес. Хороший мальчик. Может, он его все это время искал. Я не знаю, как тебе говорить. Давай ты заберешь вот эту выкопанную штуку. Тем более, что он, кажется, для тебя старался. Реликвия ритма. Так, что тут? Ага. Это тоже неплохая темка при обновлении слэпа. Но, типа, джазовый, каждый ход плюс 3 слэпа, это жестко, конечно. Что там вызывает? Что вызывает срабатывание врагов, сработавшие аудиоэффекты не исчез. О, вот на это разгоняться неплохо, кстати говоря, на синтах. Их пробежать. Похер, поехали. Юм, здорово. Лесоповал, но я не умею лесоповал, поэтому, ну, по факту слабо, да. А почему он красный? Мне Габелла. Ровно 40 я сейчас должен нанести урона. Я такой бах-бах-бах-бах. Да, не хилит.
Да, заход еще надо умудриться, да. Вообще не особо. Ну, то, что только на по единичке урона наносит, и все. Ну, то, что ты по единичке урона наносишь, кроме призыва. А почему она красная, я так и не понял. Но пиксели здесь, конечно, very острые, я согласен. Очень какие-то шершавые. Бабочка. Но учитывая, что мы почти все педали собрали, что у меня по ощущениям, честно, что мы уже, знаете, так, близки к концовке. Опять же, вот куча мест, где можно что-то было бы поделать, но при этом места максимально пустые. Вот это из минусов. Death Bulge как-то, ну, честно, игрался повеселее. Оф. Уф. Уф. Скоро в кристаллах будут враги. Да. Нет. Не успел. Вот восполняет ОЗ в 20% от общего нанесенного урона. Да, вижу. Ну поехали, запил. Это же такой кайф. Сюда. Вот эти листочки мне нужно собирать, за них можно было там обменять еще какую-то говняшу забрать. То ли за 3, то ли за 5 таких листочков надо было мне забирать. Тауджент. Да. Так, ну здесь нам ставить особо нечего. Не знаю, вот эту ставить имеет смысл, нет ставить? Мне кажется, как будто бы не особо. Генерируй 10 за... А, 15 надо, мне сколько? У меня 7. Снова босс? Гига-бой. Там-там-там-та-да-дам. Ладно, этот я 135 урона все равно не успею нанести, да, ему? Поэтому поехали так, наверное.
Поехала! Вот бы он еще в разных бы кидал, было бы вообще кайф. Типа он все в одну закинул. Мраз. А, я понял, он у меня высасывает одну из карточек моих. Говна, кусок, ублюдок. Вы поняли, да? Поняли? Сейчас похилимся. Сейчас похилимся, сейчас похилимся, сейчас похилимся. Здоровые. Ну, бедного дятла мы, конечно. Поехали. Второй запил за бой, кстати говоря. Я слишком рано наверное, нажимаю просто. Ну, на фулку закилил, нормально. А чем я закилился сейчас? Сюда пошел! Ук. Крещендо. Изи трахнут. Вися. Убил бабочку, убил. Убил всех вообще. Так, а что я... Можно же... Кстати, во-первых, мы там не доскупили еще говна. Говно! У этого говнюка. Сколько мне не хватает? 200, 300, 500. 400 еще не хватает. 350 не хватает. Подожди, а у кого мы там могли меняться? Мы у кого-то могли что-то менять. Не у Шримпа, а... Нет, не у тебя. А, подожди, у этого, по-моему, нет? У него. Захилился струнами за убийство бабочки? А, думаешь? Вот, энергия рифов. Купил. Что такое энергия рифов? Куда мы ее купили? А, не то? Что? Не то? А, вот эти 3 штучки, вот эти. Все, я понял. Вот эти 3 говнючки взял. Подожди, это и не на них надо, а на кого мне тогда это надо? Слушай, ну да, кстати говоря, трудно здесь набирать тоже на синтах. То есть на синтах вот это на 2, да, повышает меня частоту и... Ну, согласен, что как-то сложновато. А зачем я эту говно купил-то? Я не понял. А, и вот это еще, да, есть. А, 3 пещерных кристалла надо мне. Понял. Не туда. Так просто бабочка же меня вроде не захиливает. Ну, по идее, не должна захиливать. Я вот к чему.
Вопрос, насколько мне вот это все нужно. Серебряный альбом, золотой альбом, как бы вот это вот мне надо или нет? Надеюсь, не надо. Любое убийство? Нет. Почему? Не, лечат только этот же, видишь? Подожди. Вот. Не, это на этой, на... Здесь. Но я не могу здесь это посмотреть. Да, сейчас до стола дойду, покажу тебе. Там только в конце боя же лечат. Так, еще полтос надо где-то высыпать мне. Все, понял, сейчас, извините. Я что-то думал, что мне хватает уже. Нифига себе, зелье крещен такое дорогое. Не, по-моему, только последнее убийство лечит. Да, все, выкупил у него. Да. Вот. Победа над... после каждой победы. То есть после каждого убийства я хилюсь, а не после последнего. Я думаю, победа над врагом считается чисто... Когда мы прям, кончили. Вот почему я думал, что улитка меня захилила тогда. Ну, ставим. Что там, дерево? Здорово. Да, блин, ну слушай, вообще такая кайф. Ну все, пошли. ТП это мне не особо надо. Не, ну тогда это как-то профитнее. Там, конечно, урона больше, но здесь чисто сустейна выходит больше, нет? Эти камушки нельзя собирать никак? О, это синтовая. Гранулярный глейд. Снимает самые старые эффекты цепочки, повышает частоту на 1. Перевой буст. Че, наносить всем врагам каждый уникальный эффект твоей цепочки добавляет 10 единиц урона. В моей цепочке это, которая в моей вот этой из 3, типа плюс 30 урона можно сделать, то есть 100 ракет. Затем наносим 14, ну такое. Сомнительно, но окей. Это снежная эта штука. Ты же не собираешься найти, правда? Прости меня, слегка выбил из колеи, выслушай меня. В этой пещере есть ледяная глоба, в которой заключено нечто страшное. Она походит на создание из наших лабораторий, но... Короче, только что из этой пещеры вот эта ледяная глоба начала таять. Вообще лед должен выдержать. Но что, если эта тварь внутри все еще жива? Будь осторожен. Извинитесь. Ну, мало. Ну, 40 мало. А где эти кристаллики-то высрать мне? До свидания. Не, я не думаю, что каждому. Я думаю, что... Хотя... Оп. Ток? Рабер, говорит, успешно отбыл с пляжа Дропре. Удовольствие тебе добраться до фестивальной площадки. Кораблекрушение? Боже правый. К счастью, я могу определить местоположение твоего телефона по GPS-спутникам. Но тебе говорил, что я хакер экстра-класса? Так, вижу, ты в лагере басистов. И, оказывается, мне еще не все потеряно. Совсем рядом находится коммуникационный центр СМР. Ищи здание с большой тарелкой. СМР использует эту антенну для отправки сигналов в своей службе транспорта. Ты же видел, как быстро они умудряются перебрасывать сотрудников по миру? Редфинч! Аларм! Аларм! Это то, о чем я думаю? Это Брас за Бас?
Это же Brass the Bass. Не. А, здесь каждому базу плюс 40 каждому, если на тебе все три разных эффекта висят. Как бы, не забывай, 3 разных. Окей, настал тот самый день. Ежегодная торговая игра в лагере басистов ждет участников. Победитель станет счастливым обладателем вот этой крутой педали. Мы вот тут начнем, так что оставайтесь с нами. Это же... Brass the Bass. Чтобы вы понимали, о чем я говорю. Что за Brass the Bass? Если вы не знаете, Brass это, по-моему, окунь. Переводится. Если я правильно... Или не Brass, нет, друзья, а как окунь будет? Или бас. Окунь. Перч. Нет, не перч. А, все правильно, бас. Бас за бас, не брас, бас. Да, брас это окунь, бас. Бас за бас. А почему я вспомнил? Сейчас покажу. Если они правда сделали это, я снимаю перед ними все шляпы, какие могу. Не то, вот сюда. Десбулдге. И Магис. Нет, я не хочу YouTube. Я хочу чисто картинку. Вы видите этот окуневый бас? Вот, это окуневый бас. А, вам не... Ну да, вам очень хорошо видно, я понял. Вам очень видно хорошо, я понял. Да. Сейчас. Ай, ладно, похер, давай просто сделаю вот так. Вот. Бас за бас, то есть это именно что окуневый бас у чела в руках. Ну, то есть мы видим это. Бас за бас. Вот он, бас за бас. И... И мы видим это. Ну. Так, во-первых, вот так, а во-вторых, вот так. Ну это же, ну прям киберчленистоногие, нет? Ля какие. Синты, басуха, акуст. А для меня что есть? Мерзкие струны. Каждый 4-й раз, когда вы совершаете призыв, то... Это не из паспорта. К счастью или к сожалению. Информация секретная. Ты слышал о мушках-гармошках, которые Рифсон поручил создать нашим ученым? Говорят, они должны были стать его своего рода рекламным проектом. Мне классно. Мистер Рифсон настоящий инноватор в области биоинженерии. Очень жаль, что у них всех в итоге крышу снесло. Конечно, но самое интересное здесь не это. Мне кажется, этот чувак уволился. Но перед этим один из наших ведущих ученых придумал одно устройство, которое мы могли бы использовать для обороны. Типа новое оружие, если ты понимаешь, о чем я. И этот ученый испытывал его здесь, прямо в этой лаборатории. Что-то это как-то. А если кто-нибудь из них вырвется на свободу? Или сбежит в какую-нибудь глушь? Именно, так что я тебе советую за пределы лагеря басистов. За пределами лагеря басистов держи ухо востро. Мало ли кто тут водится. Это всего лишь фотка с LinkedIn. Так что... О, я задианонился. Щит. Ну-ка, трахнем босса. Или босс еще не готов? Да, осторожно. Тихо. Я думал, можно выйти. Ленки дыня? Но это сордыни такой. Ну, ты же дыня.
Святой Ибанес. Готов поспорить, ты же любишь потяжелее, как и я. Джен жив. Диджен. Yeah. Джен. Затем дыни, ну надо. Ну надо. Очередной пасмурный снежный день. Зима на сердце, на душе стужа. Щит, у него опять какое-то дерьмо. Зацени. Да щит, фак, где столько денег тебе высур, мразь? Накладывает на себя. Совершить один призыв. О, чары арпеджио. Один призыв генерирует 5 щита. Эффект удваивается, если у тебя осталось менее... Огненный полет типа один раз, да? Можно только захилиться на фулку. Во, красивый кабель. Вот это прям темка. Смотри, да? Наносит 12 урона и все эти задержки. А ты прикинь, каждая задержка, да, срабатывает на 25 урона. А если их 4, это считай сатян, ты сразу просто втыкаешь. Ты утыкаешь сразу. Накладывает на врага, а восполняет 4 ОЗ и дает 3 единицы крещендо. Ну, такой. Хотя, восполняет 4 единицы ОЗ, это прям... Все твои эффекты того же... преобразует все твои эффекты в того же уровня. В конце два хода преобразует их еще раз, теперь в... НЧ переход исполнен 4 ОЗ, генерирует 8 щита, активирует твой лот на все случаи. О, нормально. Вот это кайф, мне конечно. Суббас сустейн. Но мне, кстати, понравилось еще в Death Bulge была атака. Ты учишь у этого кашалота огромного под названием 0 Герц. Буквально не слышно. То есть он ее играет, струну прям, ну, видно, что там, ну, каждый проигрыш это как, ну, какой-то звук. То есть ты видишь, как он играет, но звука нет. Не случайно зачастую, так когда как, зачастую не случайные, но понимаешь, в чем фишка? Не говорится, что это должны быть положительные эффекты. Они могут быть и отрицательные. И он все равно их преобразует по одной цепочке. Да, как бы вот. Вот это не... Блин, слушай, акустика вообще нормальная. Но где столько взять? 350, 450, это 800, 1100, 1500, 1800. 2400, 2800, 350, 3600, 3600. Где я 3600 вам высру? Вы что, у меня 100. Я это даже если я все продам, мне не хватит. Как Facebook ими... Ну, а ты что, тебе не нравится участвовать в B2B SaaS, Skibidi, Riz, 6-7 проектах? Да, грабить банк, согласен. D-Sharp. Йоу, отличный день для катки по склону, да? Есть два типа людей. Лыжники и бордер. Ты из каких? Я из долбоебов, что? Да, анбит. Ты выглядишь озябшим, одежка не по погоде, верно? Верно. Блин, ну так вот. Вот для этого мы на LinkedIn сидим. Макс Пакс. Лагерь басиста был идеальным убежищем от бешеного ритма внешнего мира, а с приходом СМР всем этим пришел конец. А где этот чемпионат? Я хочу сыграть в чемпионаты, чтобы получить... А, еще здесь, да, у нас примочки, смотри какие, да, типа на синты, на вот это все. Как бы вот как это все? Где я вам столько возьму? Ну,
Мисс Бейкинс, может показаться, что моя кошка тут мерзнет, но вообще она приспособлена к такому климату. Правда она, милашка? Ну, согласен. Типа 200, да, у меня 300 монет, нужно мне 1005. Ты слышал о торговой игре, которая правит в лагере басистов? Все крутые парни не в курсе? Я бы с радостью в ней поучаствовал, чтобы ту примочку забрать. Опа. Да получилось, теперь когда я взгляну на эту консоль? Если я не ошибаюсь, все будет проще проста. Теперь открывай командную строку, вводи следующие команды. Опять эти линукстоиды. Отлично, а теперь ментор. Покемонов. Ну, братан, Хмурка, привет. Братан, все очень классно, но, к сожалению, в некоторые места только так и ищут на работу. И как бы, ну, вот. Пошел ты нахер, вот что. На самом деле, я согласен, что LinkedIn та еще помойка стала. RM-F, что ли, ввел? Опа, босярка. Что это был за жуткий грохот? Роберт, ты там? Консоль взорвалась и чуть не взорвала, не вызвала вину. О, господи, мне жаль, но похоже, СМР с момента моего увольнения успел обновить протокол безопасности. Но тем не менее, это не повод опускать руки, да? Эта система отлично защищена. Даже с помощью перехвата Ван Эйка мне не удастся взломать ее удаленно. Но я улавливаю слабый сигнал. Возможно, нам удастся перехватить частоту связи с помощью достаточно громкого и резонансного звука. В лишнем скальном массиве находится объект, известный как колокола лагеря басистов. Это древняя реликвия, излучающая силу звука. Надеюсь, тебе удастся до нее добраться. Если ты позвонишь в главный колокол на вершине горы, то с помощью микрофона на твоем смарте я смогу передать сигнал СОС на антенну вышки связи и вызвать вертолет. Ты звонишь в колокол, я использую пиратский усилитель сигнала, чтобы вызвать вертолет ЦМР, который доставит тебя на территорию фестиваля. Вау. Но я бы с тем боссом еще зафайтил. Плакат весь в дырах и заломах. Единственного, кого удается на нем разглядеть, это риса на заднем плане, возвышающийся над музыкантами, собранными внизу. Его фирменный металлический оскал теперь смотрится совершенно по-другому. Нет, мы на леднике можем только сами нахер пойти, а в остальное не можем. Как бы, тебе кажется, что это тупая идея? Тебе не кажется, братан, это тупая идея, но... Следующие предметы, понять, кого можно заинтересовать, если нужна вещь, игра продолжается, то положишь взамен новый предмет. Если ты принес неправильный предмет, плохо, но не смертельно. Игру можно начать сначала, но сначала с самого первого шага. Вот так, ты начинаешь с первого предмета и подсказки. Если хочешь заполучить эту педаль, то задача принести мне мажорный ключ, а теперь бери зубочистку и вперед торговаться. А-а-а! Обычно люди не носят нескольких температур. Я, напротив, на этом случае себя живым, как никогда могу неделю здесь торчать. Главное, чтобы было чем заняться. Ему явно не зубочистка нужна. Жизнь много заскучала, не дай включать чего-нибудь быстрого и экстремального. Но это явно не то. Тебе вообще не надо. Торговая игра, ни слова больше. Можешь найти мне билеты на тусовочное турне. Погоди, они же отмели жизнь. Отстой. План торговой принеси, жизнь подчеркивает цвет моих глаз. Кому-то вроде меня, я упарываюсь по прикольным шапкам. Твоя, кстати, ничего, да, на мой вкус слишком простенькая. Добавь мне какой-нибудь поношенный раритет. Я понял, то есть тебе дают зубочистку, и ты должен кому-то найти. Супер Metal Rare, это попселя. Фу, меня тошнит от этой слащавой фигни, которая не выпускает. Где Бунтарсу, где рейкерский дух? Они типа не участвуют.
Воткнулся. Ну, как вариант, да. А гитары не зачем звукоснимателя забились грязью. Как бы их почистить? Ну, что-то заостренное, да. Именно, зубочистка идеально. Вот, держи эту штуку. В общем, мне бы сгодилось, но вдруг кому-то нужнее. А что я получил-то? Игрой с паре The Flying Lizard. Ну вы поняли. Пользовались дисками. Ага, кому-то игру надо впарить. Нифига не шаришь в видеоиграх, кажется, что в отстойных. У меня лучше вкус на всей в округе, да. Теперь мне нужно найти кого-то, у кого есть старый телек и джойстик на первый Game Station. Спасибо, держи свою награду. Господи, вы не можете мне просто показывать, что это к тому же? Подводка для глаз. Извините, это мужская подводка для глаз. Это не женская подводка для глаз, это мужская подводка для глаз. Не перепутайте, пожалуйста. Они отличаются принципиально. Не буду улыбаться, это разрушит мой сценический имидж. Ты же понимаешь, вот, возьми. Что я взял? Плакат о Ушином Табасе. На этом памятном плакате изображен знаменитый гитарист, если на своей панорамной власти над животными. Возможно, прислушать к нему, это присоединим с тайным Юта и синкопирование. Настройка пониже. Но я так понимаю, птинка ей нужна будет, да? Чувак, да, это прелесть повешена на видное место между моей восьмистрункой и отрубленной головой демона. Хочешь зайти оценить? Нет? Ну ладно, вот тебе предмет. Ролики агрессивы. Гриндов на рейлах, ясно прогулочный уровень. Не прогулочный уровень. О, да, игра слушай, спасибо. Вот, и держи. Я так понимаю, это те ледорубы, да? Ледолазы. Экстремально холодной погоды. Попробуй-ка сегодня забраться на ближайшую гору, а пока возьми этот шоп. Ну ладно, это было very просто. Они прям прямым текстом говорят, что им надо. Подлинный срок, возьми взамен. А он что дал мне? Мажорный ключ. И вот у него мажорный ключ и мажорный ключ. Ну, типа, да, ты обмениваешь... Есть же такие игры, типа, ты начинаешь с какой-то мелочи и просто меняясь с другими людьми, ты... типа, меняешь на что-то крутое. Тунг. Сел. Педаль. В конце выхода сбрасывает все несыгранные рифы, за каждый брошюр вспоминается. А вот это интересно. Вот это уже захил. Ну, типа, не бог весь какой, но захил. Захильченко солидный. Я чувствую, мы сейчас бахнем колокол и за колокол разобьем ту ледяшку с босяркой. Блин, а где вот эти кристаллики найти? Я чувствую, что они здесь это должны быть, но... Вот пламя я понимаю, где. Джентовая эссенция. Сколько у меня, кстати? О, у меня как раз 15. Че, качнем? Металкор качнем? Давай. Да, не знаю, ситуативно, не ситуативно, но типа по 2, по 3 этих захиливать, типа нормальная тема. Мне бы 3 кристаллика этих где-то высрать.
Нифига тут колокольня, конечно. Колокольни пошарить. Что думаете? Плюс 10 минус 10 будем делать? Или все-таки оставляем захилку на 20 с врага? Мне кажется, захилку на 20 с врага профитней пока. Вот эти кристаллы, да? Нет, бабочки. Братан, я желаю тебе успехов и как личного, так и карьерного роста. Но для меня LinkedIn никогда не работал. Я даже на Гриндере чаще на второй собес попадал, нежели с него. Братан, та же фигня. Я с LinkedIn еще ни на один собес не попал. Я вообще без понятия, как это должно работать. Как бы, наверное, это как-то работает, но я так и не понял, как. Здорово, Мокс Марко. Индивид, а зачем тебе 2 мяча? А хера у тебя тоже 2? Ага. Здравствуй, не позволит тебе накопить комбо удачное. Согласен, да. Здорово, здорово, здорово. Кнопку «Шарит у LinkedIn». Каппа. Ну, видишь, к сожалению, да. Я не знаю, братан, я же там не сижу. Что? Я даже не понимаю, о чем ты. Здорово, здорово. Как у тебя там, индивид? Что там интересного? Кончил свои, накончал свои ночные смены? Отсечка? Куда? Моды. Нифига, прикольно. Опа, вот это скалопендра. Время от времени закрывается по землю, получает неуязвимость. Ну вот, но при этом не показывает, что делает это красное. Она типа плохо или хорошо? Согласен, Кернт Еар, непристойно признаваться, что ты торчишь с извращенцев с Линдина. Ну только... Не пали, братан, не пали. Да. Пошла жаришка. Я проснулся. Ого, сюда. Еще и захилил нормально. Я вообще не попал ни в одну эту. Че, го запил? А я что, я поработал, добазарился сегодня. Кучу пришлось добазариваний провести по работе. Вальбика вообще что-то рабочего нет. И что-то так все прошло, и поигруньков.
Промахнулся. Не туда нажал. Запутался в кнопочках, ну ладно. У-у-у. Пошел отсюда вон. На следующей неделе какао пилить. А, вот, кристалл, кстати, дали. Найс. Эй, дайте эту. А как? Здесь просто подойти можно было. Я просто... Ой, извините, пожалуйста. Неудобно-то. А как здесь проскочить-то? Видимо, надо будет колокол убрать как-то. Он там мельтешит. Ну-ка вниз сначала сходим. О, не зря я сюда пошел. Так, отсюда мы пришли, ну и все, наверх. Он права закрыл. Нифига ты хорош. Блин, я здесь записался в Германии на обмен прав. Там доучиться надо и обменять уже права. И мне что-то так этим заниматься. Второй год уже просто не делаю. Мне уже так неудобно, что я записался и ни хера не делаю, но при этом мотивации что-то делать вообще. Пикгард генерирует 20 щита на старте твоего хода, если твой счетчик попадания достиг 6. Нормально. Ну кайф, чё, в следующий раз приеду, покатаешь, получается, уже? Или как? Если с необновленными за жабры возьмут, то штраф. Штраф, возможно, административка. Ну, как бы, не, мне просто нужно поменять. Они у меня, мои права, которые у меня были, они недействительны. Поэтому такой момент, что... Чит. Захилка. И отблочил еще полностью на фулку. Пошла жара. Пока будут подходить к автомобилю, быстро прыгаешь на заднее сиденье и делаешь вид, что спишь. А как раз будет включаешь дурочку, мол, кореш вез. Куда вы его дели? Не сама же машина ехала, ну. А я-то чего? У меня права протухли, мне нельзя войдит, я. Ну, собственно, справедливо, да. Ну, либо просто не попадайся. Типа, да. Чел, ты? Да. Ну, типа, ну еще не сделают, да? А права отнимут, что ли? Что там, эти минус-поинты сделают в правах? Хотелось бы на это посмотреть. Слушай, а все-таки вот эти струны хорошо, смотри. Они еще мне с призыва, как каждый раз, как ты наносишь себе урон на каждом шагу, совершат один призыв. То есть я стакаю их гораздо быстрее, но
Но нет, я все-таки не могу. Я иначе вообще не прохиливаюсь никоим образом. Понятно мне, зачем я должна хранить какой-то долбанный колокол. Даже не знаю, что и думать. Это хорошо, что мы тебе не за думать платим. Я уже сотни раз говорил, это главный колокол. С его помощью можно управлять всеми остальными. Ну, да, и чё? Я все равно не догоняю, зачем оно все нужно. Чувак, вот как можно работать на звукозаписывающую компанию и не разбираться в звуковых волнах? Подберут по объявлениям. Смотри, наши комы работают на частотах, а колокола те самые частоты создают. Начни возню с этими колокольчиками, и о связи со штабом можешь забыть. И так уже кто-то пошаманил с нашим передатчиком в лагере басистов. Случится еще что-то и... Эй, а ты не тот ли пацан тут накосячил? Хватай его! Дон-дон-да-да-дон. Дон. Все, втыкаемся. Запил. Поехали. Так, сюда. 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 О, еще этого призываю. Смотри, что. Такую грязь творю просто. Бам-бам-бам-бам. Я тебя услышал, братан. How about... Теперь ты слушаешь меня? Не проходит оставить. Нормально. Ну да, но в России я сдал с первого раза, кстати. Пулка! Бу! Изи. Может, третий камушек. И джент. Джент. Но я в России мне вообще было смешно, потому что я в самом начале разосрался с инструктором своим. То есть я вообще ходил, записался напротив работы своей, на подработке. Да, на маленькой компании подрабатывал во время универа. И напротив была автошкола, я записался к ним. Пришел на первое занятие и на медосмотр. Но больше я там не появлялся. Ну, потому что мне было лень. Мне потом они просто сказали, ну что, ты будешь нет сдавать-то? Я такой, типа, у нас там через месяц экзамен уже, типа, будешь, не будешь? Время прошло, я такой, типа, я забыл про вас совсем уже. Ёбаный-бобаный. Я сказал, ну ладно, да, буду сдавать. В итоге я просто по этой маленькой книжечке по билетам задрочил их. И просто, пришел, понатыкал ответы и сдал. И в целом, на самом деле, правила даже, не настолько сложные, если ты вот базу чуть шаришь, да, ты видишь, например, пересечение дорог, да, если нет знаков каких-то, то они равноправные, да, там кто кому должен уступить, что такое главная дорога, что такое второстепенная дорога, да, там помеха справа. Такие вещи шаришь, ты можешь спокойно, чисто дедуктивно вывести, что надо делать в каждой ситуации. Тихо, не пали. Я же не проебал все сроки сразу. Я это... Вумп. Я же все-таки на экзамен-то пришел вовремя. Что началось-то? Нормально? Сдал. Эшер сам умер. Ну вот, а по вождению, с практикой я с инструктором засрался, потому что он тупой шаг был. И на вождение тоже не ходил. И в итоге уже за вот сколько там мне сказали, дали новый инструктор. Я с новым инструктором накатал немножко. Он сказал, типа, да, похер, так нормально сойдет. Ну, типа, у меня опыт-то был уже. Ездить-то я ездил, просто не перед ментами. Ну, типа, перед ментами нельзя. Если спросят за права, то у меня их нет. А так, в целом, я уже нормально катал. А смотри, все активные рифы, эффект сбрасывается в конце твоего следующего хода. А как это работает? Ну и вот, и получилось так, что ты просто пришел, сдал и похер.
Судя по твоим координатам, ты добрался до главного колокола. А теперь пробей его, этого старичка со всей силы. Пробей со всей силы. Дон-дон-дон-дон. Блин, здесь бы еще прикольно мини-игру бы сделали какую-нибудь на движение там или на музыку, чтобы пробивать по колоколу. Роберт, у тебя получилось. Скорее, понеси телефон к колоколу. Отлично это ты наипала этих долбанов из автошколы. Деньги заплатил и на занятия не ходил. Вот, Гигамозг. сука, показал им всем. Туда их всех. Заплатил деньги и не пошел, не учился. Туда их. Вот они получили. Они думали, что я их так смогу в суплик взять, опрокинуть. Ух. Расход, частота выровнена. Держи телефон, я свяжусь с вышкой связи, подам сигнал бедствия. Если сигнал сработает, СМР должна выслать вертолет для расследования ситуации. И это есть наш пропуск на площадку Вивача. Кощинер, здорово. Вот я, конечно, показал им. Ну, типа, не знаю, говорю, я просто на опыте уже, я и так уже ездил, как бы, да. Мне автошкола нужна была чисто номинально, чтобы меня допустили к экзамену. Сигнал, странно это. Здорово, Кассинер. Шо, как у тебя дела? Как вечерочек? Как понедельничочек? Фиксирую бешеный всплеск активности служб СМР в этом регионе. Сработало. Кстати, это войдет в историю как значительный прорыв в области взлома радиосвязи. Теперь, надеюсь, спецгруппы СМР и угонить их транспорт. А, ну я же умею на вертолете херачить еще. Мне-то... Говно вопрос. Сейчас сяду, полетел сразу. Нужен какой-то ключ. Да, а здесь я что-то не знаю. Я думал сменить права, ну как бы их нужно просто заменить со сдачей экзамена. Даже теорию не надо заново учить. Просто, братан, выздоравливай, пожалуйста. Бежишь да выздоравливаешь, да. Кто заболел, тот лох. Но я что-то капец записался и так ленюсь это все делать. Мне что-то так неохота этим всем заниматься, что я просто... На! Тихо. Поймал. Тюнер. Слева +2 глиняет цепочки, эффектов игрока. По центру 1 глиняет цепочка, эффект игрока и противника. Справа минус длины цепочки, эффект... А, прикольно. То есть еще зависит, на какое место ты ее поставишь. Один пропустили. И это последний был, кстати. И один мы пропустили где-то. Ну как пропустили, еще не встретили. Забавнич. Бабочка. Вы видали, что, какую грязь сотворил сейчас? Я обосрался, сразу же обосрался. Я ж нажал! Ну, что-то я много хп потратил, конечно. Награда куда? А, нормально. Струны спа...
Стороны спагетти. Чет. Стороны спагетти. Ай-яй-яй. О, мужик, здорово. Как ты сейчас приду? Или не приду? Нет, как ты сейчас приду? Давай, поехали, запил. Фулка. Вот, я на прожарку болоньезе делаю. Так, ну давайте его добьем на всякий пожарный. Поехали. Сюда. Ты было 100 хп, братан, тебе габелка. Так, 7-7. Поехали. Я вон это пожарил как раз болоньезю. Да нормально, тебе должна быть габелла уже быть. А, нет? Щет! Говно. Я думал, он сдохнет уже, а он нет еще. Ладно. Коломас? Здоровищ. Здоровищ, Коломасищ. Что сделал? А-а-а. О, мужик. Ты чё тут? О-хо-хо-хо, вот это камбу провел. Минус кристалл сразу же. Ха, заблочил. Пошел в сраку. Ну, в общем, да, и в итоге у меня вся история так вот и кончилась с этим, с правами, то, что я просто пришел на шару на экзамен, и такой, типа, ну поехали, что, и они мне сразу все и пошло. Да, ну так и вышло, так и вышло. По сути, так и сделали. Да, щит, я думал, я его убью.
Я просто не хочу на него уже тратить это говно, если честно. Не-не, я теперь не имею права. У меня права российские только же были. А не российских у меня нема. О, ну мы смотри, ну мы 1500 накопили, кстати, уже. Из нужных 5. Да я понял. Вторая дверь. Да, она открылась. Поехали. Ну, я, кстати, сразу и мотоциклетные права получил. Так что... Не хухры-мухры это все. О, ветролетик. Дружище, сюда! Ну это Читуевенко, наконец-то добрался до тех пещер, но проход через них кишит злобными монстрами. Альпинизм еще куда не шло, но вот сражение точно не мое. Вот ключ я нашел, возьми его, а я подожду тебя у той горящей статуи, заодно и согреюсь. Я понял, куда этот ключ. Это ключ, эта дверь внизу, если тебе удастся расчистить путь от монстров, я смогу вернуться домой. Поможешь мне? Дун-дун-ду-ду-дун. Дун-дун-ду-ду-дун. Давай, поможем ему. Дун-дун-ду-ду-ду. Ну, это такой, знаешь, не то, что прям Dark Souls, это slightly illuminated Souls. If you know what I mean. Спагетти. Дун-дун-ду-ду-дун. Бешеный звукосним... Что? А это куда? До этого кричит, когда ты совершаешь призыв. Ладно. Призыв я почти всегда совершаю. Лапендра? Чит, как их много. А, щит! Не то нажал! Я хотел нажать эту штуку. Блин, говно! Я случайно нажал конец хода. Шитфакс! Я хотел эту же нажать. Вот эту нажать. Говно! Отвлекся, я обосрался! Как же я сру себе в штаны! Я нажал. Я же нажал! Так в смысле не надо было, если он полный, чё бы его не нажать-то? Тоже.
Прикольно, он прокатил, такой... Типа, если он полный, что бы его не жать-то ульт первым? Типа, а в чем прикол-то не жать? Если он на фулке, так надо его и жать сразу, и там как раз 3 цели, типа, максимальная АУЕшка. Нет? Дан-дан-да-да-дан. Ну, как бы да, что я все равно захилился, как бы похер, да, но в целом, по-моему, обосрантус. Можно идти, хватка тебя парень железная, спасибо. Вот это награда, давай-ка посмотрим. Лучше деньги дай. Нечем тебя благодарить, на это огненный остаток, кажется, может пригодиться такому отважному воину, как ты. Говна ты кусок. Ну да. Ну, в смысле, да, по факту, да, обязательно тебя жать. Все, ну, да. Так, жертвоприношение накладывает и на тебя и на всех врагов. А, ну это как-то говно какое-то. Да, все равно, если ты на этом ходу уже получил урон, также накладывает на цель. О, неплохо, кстати. Откуда неплохо, кстати. Взрывная огонь активирует все цепочки урона врага, удаляет все сработавшие улюп. А что за улюп-то? Не понял. Жмяк, 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 жмяк. Как же мало отхила в этом говне. Маме. Сжимай меня полностью. Так, а мы что, мы этого-то разбудили, нет? В итоге, в той пещере-то у басистов. Акал. Дун-дун-ду-ду-дун. Дун-дун-ду-ду-дун. Не, ну это, конечно, музычка прям... А, кстати, давайте-ка мы сразу, может, тогда это... Обменяем на пластинку. Это дерьмище. Вот это вот заберем. Получается, every item from Zola. Или в кэше. А что там на басу зажимаешь на 2/3 самую верхнюю струну и просто должен дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун, или так просто, пальцами так просто, и все, и как бы, ну, ты играешь на басу. Все, это бас. Больше там ничего не надо. Там как бы даже в ритм попадать не надо. А если ты хочешь в группе играть на басу, то тебя, скорее всего, даже не подключат. Как вообще забей. Бам! Кто? Звераист? Зверарфист. Бам-бам-бам-бам. Ля, он, конечно, лютый. Дядик. Я понимаю. 5 урон, а 50... Блин. Давай в этого. Поехали. Блин, не убил. Щит, факс. Ладно, этот бафается пока.
Хер с ним. Сейчас захилимся. Поехали, запил. Зверь есть, арфа есть. Звери арфа. Пулка. Сатян. Это зверь арфа. Зверь-арфист, а не зверь-арфист. Извините, пожалуйста. Оказывается, это она вон чё. Я пытался нажать, но я вообще не знаю его паттернов. Пока что. Либо же, да? 40. 45. 55, да? Ну не, говно какое-то получается, по-моему. Проблочил! Пошел в сраку, говно, ублюдок! Легчайшая просто, нет? Еее! Новая педаль, сериф и крещено, значит на 50% больше урона. Дум-дум, ту-ду-дун, дун-дун, ту-ду-дун. Я не знаю, Memory Crit насколько помогает мне просто. Давайте попробуем пока так включить его. А, типа и все? Ну, типа дали ачивку и... Миссия расширена. Да-да-да, ну, все, видимо. Ну, как все? Все в том плане, что... Арфа есть, да. Ну, прям как бы арфа, и он арфами-то не особо играет, да? Блин, я хочу бас за бас. Что, покупаем, нет? Давайте сначала купим все для гитары этой, а потом уже будем на все остальное докупаться. Это неплохо. У меня еще 2000, да? Огненный полет. Так. Давай это докупаем. Ну и потом, наверное, вот эти примочки, думаю, надо докупить. Все-таки нет как-то... Давайте купим синты сначала. Бас. 350, 349, 350. Давай что, мне рофлите, что ли? Так, я так понял, что мне все вот эти золотые, серебряные, обычные пластинки не нужны, да? То есть что это прям вообще какой-то мусор?
Мгм. Так. А зачем ЛБРБ, если оно с этими меняется? Ну ладно. Ага, наносит на 50%. Вот это вот блэроп наносит на 50% больше урона, но я как будто бы не пользуюсь особо. Кстати, Аши, No Man's Ау. Sky 10 лет исполнилось. Здравствуйте, а я в телеге кому Кстати, видос Аши, закидывал? No Man's Sky 10 Кстати. лет исполнилось. Кстати, Аши, No Man's Sky 10 лет исполнилось. Нифига себе, серьезно? Вот это да! Вот не знал, да. М-м. Ну, получается, это... С Новым годом тебя! А что нам убрать-то? Ну, это мы точно не убираем. Ну, типа, ну вот это можно убрать, наверное. Ой. Да, он клонировал. Ты видел, да? Накладывает Раш херню. убрали в Болбастинг 6. Колома, с Новым годом. С Пасхой тебя, с Пасхой. Да, видел. Я так и не понял, зачем это было сделано, но... Но, видимо, надо. Я типа не знаю, кровоток на себя. Кидать, это, по-моему, вообще какой-то кринж, нет? Remember RR. Но Рошинг. На Рошинг? Ну, на Рошинг. Ну, как будто такая шляпа получается, нет? Я лучше вот это возьму одну. Ну, типа, вот это хорошо, да, вот с адского удара потом накидать вот этих вот, сразу взрыв, да, сделать им. Как будто кровавый топор не такая уж и клевая тема, как будто, ну, как будто бы, да, вот. Но один призыв совершается, неплохо. Но от металкора мы не избавимся. Нет, металкор слишком хорош. Вот так попробовать, что ли? Давайте попробуем так пока. Подрочить. И туда. Да, Вадим Углом, давай, доброй ночки тебе. Спасибо, что побыл сегодня. Хорошо тебе зачали бомбосить. Но то, что Рашенко у них бомбастинг Шмидт, это, конечно, я тоже не понял эти приколы. Самая забавная тема, что у них есть челленджи, завязанные на режимах. Вот чисто на режимах. Которые они убрали. Ну, то есть их, в принципе, нереально сейчас сделать. Потому что они эти режимы убрали. Видимо, зачем? Кто-то просил? Кто из вас просил это убирать? Подожди, кажется, я куда-то не туда свернул. Вам так не кажется? А мне вот кажется, что я куда-то не туда пошел. Как будто я вот, знаете, открыл не ту дверь. Когда будет время, но я надеюсь, ты все-таки посмотришь. А то что ж ты, значит, не посмотришь, что ли? Получается, что ты как ж так-то, что это же, ну, типа...
А где здесь еще выход-то? Откуда я пришел вообще, в принципе? Я откуда-то шел и как-то пришел. И здесь у нас этот босс был. На страйкпоинт исчезли, но это было бы very странно, если бы на страйкпоинт еще исчезли. Ну, типа, одно дело, если они просто невыполнимы, а с другой, если их просто убрали, что они, ну, просто исчезли, это, конечно... Да... Да... Но, с другой стороны, играть сейчас все равно невозможно стало из-за постоянных китайцев с пингом под 200, в которых просто высаживаешь полмагазина, и они такие, типа, да похер. Волос. Подожди, а я могу как-то тэпнуться дальше? А, не могу. Не могу. Что, неужели отсюда надо идти весь маршрут? Там же где-то веревка у меня была, нет? Я думал, я быстренько до веревки сейчас дойду, а что-то, походу, не дойду. Я думал, веревка где-то рядом здесь. А она что-то, ну, прям нифига не рядом. Подожди, а вот налево вообще никак нельзя сходить, ничего сделать там. Вообще какой-то, ну, типа, запретная, да, там эта темка? Вот, как будто сюда должно что-то быть, да? Вот, но что-то нет. Обидно, но ладно. Я что-то просто думал, что можно будет срезать путь. А его нельзя срезать. Ну го. Ну. Да поехали, конечно же, это же голда. И пошли еще. Во второго втыкаем сразу. Бах-бах-бах-бах. Бам-бам-бам-бам. Смотри, топор адский, и сразу агонию ему втыкаем. А он еще и не умер. Говнюк. Я понял, это какая-то херня, если честно, вот с этим вот... Да, не бог весь что, конечно, но копим. Так. Не туда. Ладно, поехали. Ну, поехали, ладно, давай так.
И еще такие бах-бах-бах-бах. Тон-тон-тон-тон. Ха! 3 из 3 проблочил. Туда их. Типа, ну, все твои цепочки выбраны врага. Удалять все с работы. Ну, то есть, ну... А в чем прикол-то? Типа, чтобы просто удалить себя за один ход, очистить. Ну, еще окей. А так, ну, по-моему, шляпа. Не попадаю каждый раз. Я постоянно не могу в это попасть еще к тому же. Поехали. Вообще я не знаю, зачем Дайсом каждый раз просто срать себе в штаны. С каждой игрой они почему-то решают, что насрать себе в штаны — это кайф. Я не знаю, почему и зачем им это надо. Изи. Но при этом, вот знаешь, упорно продолжают срать себе в штаны. Хотя, казалось бы, просто сделай, натяни на 5 скинчик современности, и мы договорились. Но почему-то не договорились. О, сразу 3 получится зафайтить? Сразу 3. Нормально. Изи. Что, так сделаем, что ли? Ну, давай. Поехала. Жаль, только там кровотек обосрался. Но хер бы с ним, да, казалось бы. Не пробили, кстати. Стережь свою жизнь. Ну, как тебе нравится вообще, нет? Балдеешь, кайфуешь с этого или так себе? Ехала. И на фулку захилились еще к тому же. Так получается? Не, ну если тебе нравится, то... О, кстати, на акулу похоже. А вообще претензий 0. А, вот здесь веревка должна быть, да, где-то наверху. Да, вот она. Но, слушай, ну с другой стороны, ты не разработчик батлы, чтобы срать себе в штаны за деньги. Как бы задумайся. Да? То есть я не дошел буквально милипиписеньку?
чтобы потом просто на лифте все вернуться. Я же Я же говорю, здесь что-то должно быть, но не просто так здесь платформа это стоит. Да. Shit, факс. Играть бесплатно. Как же я понимаю, Так, туда как-то надо попасть, да? А как? А, можно здесь пройти? А! Здесь по-хитрому надо пройти было. Блин, как же я понимаю, тоже сру бесплатно себе в штаны. Потому что платно не получается срать себе в штаны. Нестройная вершина. Дун-дун-дун-дун-дун. Опа. Ну это арена босс-файта должна быть. Это чувак, от которого так хочет избавиться, Ривсон. Ты выжил, когда я подстроил диверсию на твоем корабле и отправил сигнал СОС, чтобы заманить меня сюда. Умно! Даже жаль, что тебе не хватило мозгов не переходить дорожку Ривсону. Из тебя мог бы получить неплохой ассасин. Ладно, поехали, готовься к смерти. Ассасин СМР. Ну вы поняли, да? Типа Ассасин СМР, типа АСМР. Ну типа, ну вы поняли, да? Ну, типа, АС... Ладно. Ну нормально, половину заблочил у него. Поехали. Сейчас АСМРщиков просто унижать будем. Блин. Чуть-чуть отвлекся и все, и обосрался. Ну типа пофигу, мы все равно нормально запилили в него. Пошла жара. Еще и демона. Вот бы сейчас, если демон хилил, это бы было бы вообще и комбо-бамба клевая. Бам-бам-бам-бам. Ну пол хп мы сняли уже нормально. Ах ты ж говнарь! Он тоже в ульту втыкнул. Одна ошибка была всего. Сколько урона нанес? 17 урона всего. Нормально. Терпим. Щит. Но он хорошо так тоже урон получает. Поехали. Получаю урон. Но ему наношу урон. Щит, он еще себе призыв сделал. Щит. Поехали. Ну нормально, я ему снял, кстати говоря.
Блокнул. Щит! Он неровно снял, да? Собака! Эх ты ж говна кусок! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну сейчас мы его трахнем, я уверен. Это было очень близко. Я его практически трахнул, кстати говоря. Мне вот не хватило буквально пипоньку. Главное, вот пимпуреньку не хватило. Давай, делаем сразу запил, потому что мы на фуле, на фулке. Я обосрался. Я запутался в кнопочках. Моя срать. Но типа нам все равно нечего больше делать с этим. Типа и вызываем сразу еще демона. Чтобы сделать бах-бах-бах-бах. Ну смотри, почти все удары у него проблочил, кстати, я. И подхилиться бы тоже надо, да. Здесь из-за того, что мне некого особо убивать, получается так, что... у меня тяжело сустейниться. Я путаюсь. Б и X путаю местами. Он мне сейчас нормально так тащит. 45, да. 1 хп. Это рестарт. Похер. Ну, типа, я даже если я идеально заблочу у него атаку, это... Да, как бы забей. Я обосрался. Я не знаю, почему у меня иногда вроде буковки, вот эти кнопочки в поле, но при этом она засчитывает, что нет. Я считаю, что я не с той стороны нажал. Начинаю нажимать с другой стороны, и... Ну, как бы... И оно говорит мне слово неправильное. Я начинаю паниковать из-за этого. Хотя я, по идее, нажал-то правильно. Ну, значит, надо немножко... Надо все-таки было поменять на босс-файтовую, надо другие струны ставить. Сейчас ульта у него. $25. Ну, многовато, но ладно. Ну, я тоже могу ульту прожать тебе. И что теперь? Хотя надо было, наверное, поэкономить ее на этот.
А вот у себя почему-то у меня нормально получается. Не знаю, как так выходит, что я нормально делаю, а на его защиту не могу. Ну, нормально, проблочил чутка. А, у нас еще один гейн накинет. Так, поехал же. Бам-бам-бам-бам. О, отлично. Я же нажал. 4. 4, Карл, 4! Щит факс. Щит, факс. Все, это ГГ, это перезаход. Ну я даже его проблочил, но... Не, надо струны ставить, которые плюс-минус дают. И плюс я некоторые темки свои не очень понимаю, зачем они вообще у меня находятся. Сейчас мы немножко переделаем, потому что... Я не понимаю, зачем, во-первых, мне вот это говно, которое я никогда не использую. Это у меня одна хватит. Один призыв генерирует 5 щита, если у тебя осталось меньше, ну, говно тоже какое-то. Хотя 10 щита. Вот это неплохо. Вот это надо взять. Типа вот это накладывает и на тебя, и на врагов. Сомнительная история, по-моему, какая-то. А в чем в цепочках? А, в цепочках всех врагов. То есть, если на всех наложил, то на всех и это, да? Вот это неплохо. Это неплохая темка. Не думай. Извинитесь. Ну, типа, да, прикольно, что накладывает и на меня тоже, но... Типа, плохо? Not fucking bad.
Хотя, наверное, лучше это было бы прокачать, а не ту. Свяжем себя с этим, с черебобой. А, стой. Стоп. А где-то здесь есть рядом столик? Не? А, вот есть столик, да. Потому что я чувствую, что вот эти струны вообще не помогают никак. А эти хотя бы что-то куда-то могут. Слушай, ну... Давай так попробуем. Ну, типа, делать эти плюс-минус, да, за гигашлепу, в принципе, должна нормально втыкаться. Дон-дон-то-до-дон. Я понимаю, что можно было бы взять просто шлеп-бас и нагнуть. Сейчас пульта у него пошла. Блин, да я обосрал. Это, наверное, 20 урона нанесет мне. 21. Неприятно. Пятисотка и еще 2 кровотока на нем сейчас. Блин, я ни в одну не попал. Я подожду, пока этот спустится просто, чтобы на него закинуть. Сразу тоже ульту. Вот. Он сейчас разбафается. А я сейчас сразу с ульты начинаю. И пошла. И пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Пулка. И поехала. Сразу в двоих. Максимум захила. Чел сразу выбыл. Поехала. Да, рехнут! СМР Ассасин. Ну, АСМР, типа, вы же поняли, да? Ну все, изи.
И изи-бризи. А я не умею вертолетом управлять. Ты нашел вертолет? Сгодится. Запрыгивай, слышишь мою инструкцию. Очень внимательно. А вообще все будет не так сложно, как кажется. Под номер космос ты успешно влетишь на фестивальную площадку. Итак, сначала тебе нужно запустить винты. Дон-дон-дон-дон-дон. Невероятно немыслимо. Все 3 моих лучших вице-президента повержены и выставлены на посмешище. Неужели они не понимают, какой удар это по моему имиджу? Битва бендов, который год проходит без эксцессов. Мы проводим масштабную маркетинговую кампанию. Заранее выбираю сговорчивого победителя, подписываю с ним контракт, и никто ничего не подозревает. Super Metal Records подтверждает свою репутацию народного лейбла, получая деньги на следующий год все сначала. Теперь вокруг меня бегает куча монстров. Мне пришлось уволить 3 топов, и все это ради того, чтобы остановить какого-то подонка, который может расстроить наш план. Может, этого чувака раба проще купить? А если не получится, ну что же, у меня есть планы на этот случай. До брега, что ли? Время играть в металл! Извините. Я что-то... Дон-д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 он. Мне по мотивчику очень нравится этот дон-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 дон. Ой, почему такой знак? Дон-дон-дон-дон. Утя. Утя. A Battle of Bands! Браво, Роберт, это был захватывающий полет под моим утром руководством. Ну ладно, вернемся к нашим баранам. Теперь, когда ты добрался до фестивальной площадки, ты знаешь, что делать. В игре битвы бендов и состав перешел на все исправить. Он не только позволил моим монстрам разбежаться, а вообще не подумав об окружающих. Он у тебя пытался убить? Сколько уже раз? 4? Он должен за это ответить. Победителя битвы бендов Ристон приглашает в свой кабинет для заключения контракта. Ты, конечно, откажешься. Я понимаю, ты у нас парень немногословный, но воспользуйся этой возможностью, чтобы вразумить его. Когда будешь готов поговорить с охранником на входе на арену, тур начнется. Удачи тебе, Роберт. Я там просто еще не докупил говно. Не докупил говно. Мне надо все это говно. Зачем мне все это говно надо? Я сам не знаю, если честно. Так, сколько мне не хватает в итоге? Так, сколько это получается? 800? 1200 не хватает, да, мне? 1200. Так, слушай, я, может, просто могу этих третьих продать или этих... И все. И похер мне на них. Я, получается, все скупил. Ну все, везде все куплено. Пока что. Не знаю, может еще где-то что-то будет, но пока все, что можно было купить, купили. Вопрос, зачем мы все это купили, это, конечно, все еще остается открытым. Привет, Роберт, рад тебя тут видеть. Я сама подумала об участии, но не хочу подписываться с СМР. Но я не уверен, что могла победить, но если вдруг победила бы, ну, я не знаю. Ты чувствуешь битву? Ох, мне не стоило ничего говорить. Я уверен, что это прекрасная возможность. Да ладно, что у тебя, футболка СМР? А, конечно, это же новинка, новый лук для нового шоу. Кстати, я СМР, я просто слепла. Мы находимся на шоу СМР, я приехал сюда болеть за любимую группу. Все это круто, я в восторге. Чувак, кто же надевает мерч компании на мероприятие, а? Делать надо шмотки другие группы той же тематики. Ты первый раз замужем, что ли? Слушай, хорош такая, говорится, новые шмотки. Может, ты не догоняешь? Фу. Дон-дон. Опа. Ну, я нажал на птичку, она улетела. А зачем я это сделал? Так, здесь продажа.
Щит, у него снова новинки какие-нибудь будут. Сколько за футболку? Честно слово, СМР каждый год задирает цены все выше. Но все равно куплю подружке в подарок. Она живет на пляже Дропре и не смогла сюда приехать. $65. Да иди ты. Сколько надо? 600? 950? 1350 еще где-то надо высрать. Еще здесь. Да идите вы в фраку. Где я столько денег-то возьму? Блин, прикольно, кстати, бридж. Серая лилия. 6 крещендо, 6 щита. Блин, кайф, но где бы достать бабло? Типа, если только продать все вот это дерьмище, да? Ну, типа, ну это 1050, 1500. Вообще не хватит ни на что. А че я птицу туда-сюда гоняю? Скажите, пожалуйста. Еще 2 птицы надо где-то высадить. Я понял вас. 4 птицы дадут сундук. И здесь еще... Блин, как же тут это? Ну, зелье крещендо это 400 монеточек. Я потерялся. Я встал в большую очередь, причем даже не понял, зачем они все стоят, а теперь просто пытаюсь выглядеть, естественно, и получается. Мау, чел. Like we all are. Опа. Хост Виабушник, здравствуйте. Добрый вечер, как у вас дела? Как все прошло? Как поигрались? Здоровки. Так, 3-я птичка есть. Плюс сатян есть. Ну, и либо идти подфармливать где-то монетки. Но, типа, их дают не так уж и много, чтобы прям подфармливать их. Либо я хз, как их, где их набирать. Либо продавать все, что у нас есть. Демку атомного сердца, блин. Ты специально, да, чтобы я не смотрел? И чё, как тебе демка? Понравилось или так себе? Вот и птичка еще одна. Нифига ты. Алло, ты это придумал? Я сразу-то и не понял. Это все, я понял. Это я понял. Но я надеюсь, там дадут сундук и дадут сразу много денег. Да шитфакс. А что мне с ними делать-то? Типа, да, мне говорят, типа, ну, дом поставишь. Да, типа, я... Зачем? Двери никаких руин. Как будто я где-то что-то не сделал, да? Как будто я где-то что-то не сделал. Как будто они должны были какие-то руины мне открыть. Но руины только здесь у нас, по-моему, были, плюс-минус.
Тогда, не знаю, игра вообще кайфово идет. По 11 голды, да? Ну о чем это вообще? А куда эту штуку применять-то надо? Скажите, пожалуйста. Какие руины? Как не, игра, честно, технически very хороша. Ну, блин, так неохота с ними сражаться, с них так мало денег дают. А, мне не те струны, я-то думаю, что меня не хилят-то нормально. Струны же не те, shit fucks. Говно. Пляж? Может, на пляже это? Я руина. Коломас, если ты руина, где ты? Да тут, ну блин, ну хорошо, если тут. Не, я как бы без рофла говорю, что технически Атомик очень хорош. Он даже на релизе был очень... очень солидно себя вел. Как бы... Без иронии. Как говорится, но иронии. Уже это в лагере. Ну, то, что проблема пиратки, это база, да. В общем, я что-то забыл, про какие руины они говорят. Давайте посмотрим этот. Так, Fretless... Sound Blaster. Потому что я сейчас чувствую, я очень долго буду искать. Sound Blaster. Так. Collect Sound Blaster. Да, это мы подобрали. Blue Mod Pedal. Да, это мы подобрали. Так, ну вот, он открывает саундбластером руины. И все, что ли? Угу. 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 Ну, видимо, она больше ни в чем не участвует, да. Все, я понял. Я помню, что мы у него это тут сделали саундблайт. Просто я удивлен, что у меня его не забрали из инвентаря, как, например, ножницы те же. Кстати, раз уж мы здесь. Зачем меня не хилят-то? Мы для саундбластера здесь мы этот делали штуку, но... Я думал, она еще где-то нужна будет.
Вы что, думаете, подфармиться чуть-чуть, что ли? Просто я не знаю, как еще быть-то. Просто ништяков очень много, а денег не очень много. То есть, ну, либо я не знаю, но тут хотя бы с них по сотке падает. Но сотка это тоже, честно говоря, очень ни о чем. Да, как бы, ну, справедливости ради. Что за сотка этих... То они все говорят, то там меньше сотки падает. То есть мне на 1000 надо дрочить 10 раз, 10 боев выигрывать. Но это как бы очень много. Но то, что не то, что много, это очень душно. Даже с моим захилом это душновато. Мужики, встаем. Встаем. Кристалл, вот, ну, типа 67, да? Ну, Джентовая эссенция, ладно, но что денег мало дают, это, конечно, very обида. Давай гигашлепнем его сразу. Так, продамажились. Пошла. Пошла. И поднимаем еще этого демона сразу. Тысяч. Но он вылупляется. Этот лунтик. Гейн. И пошел. Это бабочка, да. Ну, еще что-то один. Ну, ты видишь, насколько это немного, да, у нас падает? Как будто профитнее их по одному, по два бахать, а не втроем-вчетвером сразу, да? То есть, как бы, если их там по 30-40 будет падать, то как будто бы... Блин, бабочка лопнула раньше. Давай, запил. Поехали. Я нажал. Не знаю почему. Нажал и нажал правильно. Не убьет сразу, не убьет сразу. Жаль. Тоже. Ее не убьет? Убьет, не убьет? Не убьет. Ладно. Щит. 8, да господи, ну. Шитфакс. Да, этого хватит.
58. Ну, 58 это тоже не то, что прям много, да? Они тоже сразу по 2 втыкаются. Хит. Минус. Просто за один ход уже их шотаю. Нормально. Бам-бам-бам-бам-бам. Не, 8-струнка это, конечно, забавная темка такая. Ну, плюс еще кристаллики продам, конечно. Но, типа, вот опять же, выдрачивать по вот эти по 3, по 5, ну, типа, по 50, по 70, да, это как бы, ну... Из плюсов мы пока можем еще эти кристаллики продавать и прочее дерьмище это, потому что мы уже акустику не качаем особо. Хотя интересно было бы, кстати, я уже забыл даже, как она звучит, если честно. Ну да, она вылупить успеет, я все-таки... Тяжело сразу 300 урона нанести. Чуть-чуть хп потерял, но... они уже кроме золота мне ничего не дропают. Но я надеюсь, мы скоро с этим всем покончим. Вообще вправо лучше, наверное, втыкать, чем влево. Жаль, ну ладно. Ну, я согласен, это, конечно, не самое интересное, что тут можно посмотреть, но с другой стороны, да, вот у нас есть всякие материалы, и, типа, 30, это сколько у нас получается? 30 по 30, 900, да, допустим, ну, нормально. 30 по 50, 1500. Типа, можно вот их будет понапродавать. А потом этих можно будет понапродавать, да, у нас получается сколько? 18, почти 20. 20, это сколько? Еще 1000 практически здесь. То есть 1000 здесь, 1000 там. 1000 сям. 1000 парарам. Нифига нет. Здесь что-нибудь тоже нифига нет. А я не знаю, с кого еще больше может сыпаться здесь. И учитывая, что я в принципе-то, ну, плюс-минус любых трахну. Здесь дядиков уже нет. Но здесь только тоже 2 бабочки эти. Здесь 3 бабочки, кстати говоря.
Ну давай запила. Может сразу ваншотнем их? Да, здесь я не ту кнопку что-то нажимал зачем-то. Не ваншотнем их, скорее всего, да. Да смотри, 2 хп осталось, а? 2, Карл, хп осталось. Мрази. Гандоны. Гандонеры. Голды? 74. Ну, как вот и смысл мне что с 2, что с 3, да, я получаю плюс-минус так же. Как бы проще по 2 тогда, чтобы просто чуть быстрее было. Я понимаю, что одного, например, там вообще нет смысла. Здесь никого больше. Здесь они больше не появляются, эти челики. Только монстры. Дун-дун-да-да-дун. Нормально на сотку им воткнул за одну атаку. Ничего, и подкидался нормально так. Кстати, это такие же бабочки арфы, как та, да, была у нас. Чит. Да, здесь, конечно, прям на кончиках пальцев. Так, сюда давай. 85, да, ну... Под фермой, может, ресурсы немножко еще подсоберем, и можно будет пойти выкупать все это дерьмище. Опять же, я не знаю, сколько еще просто боев у меня осталось. Блин, не успел. А, да? А чем я развалил так? А, типа этим, что ли? Нифига. Нифига, я что-то даже не заметил, какие так урона много нанес. А, за счет гейна еще усиливаю уже.
Ге. Так. Ну, 68. Не то, что прям много, да? У нас с 2 врагов 68, например, или получатель из 3 88, но разница прям ощутимая. Проще с 2 тогда получить. Математика работает. Ну и да, получается мне, чтобы 1000 взять, это надо до хера боев провести. А они все вот такие вари интересные, такие вари интересные. Бля, не то нажал. Должен быть шотный, да, шотнул. Все, нормас. Я сейчас смотрю, думаю, должен пойти шотнуть. Блин, у меня что-то на этот, на синт нападало прям очень много ресурсов, а на этот, на 8-струнку что-то не падают. Нифига там урон, конечно. Тут надо вот этого побольше, наверное, поставить или подпрокачать. О! Джента. Джен. Так, а нам на какой-нибудь джент еще хватает, нет? Чтобы я качну так. А, ну вот, 5 от ОЗ потерянных, это у нас Metal Core. Агония мне не очень понравилась. Полет мы сделали. Ага, пика. Ритуал силы хорош. 4, да? А на адский мне нужно сколько? 5. Тогда надо дженту мне. Джент. И пойдем продадимся и посмотрим, смогли ли мы что-то еще додрочить. Посмотрим, насколько мы дрочистый изумруд. А дрочист ли я? Не, нормально, если с картами везет, то вон можно спокойно 300 урона наносить. Ну вот. То есть почти косарь мы это дрочили, да, уже? Плюс там косарь, плюс там косарь. Поехали, запилимся. Чистый. Чуть не хватило, да?
Так, ну я как раз с них и похилюсь. На 220, нормально. Ага, ага. Ну все, почти косарь есть у нас. Пошли попробуем. Пошли посмотрим, если что там еще продадимся чуть-чуть, да, и докупим себе на гитарку. На гитариньо. Так, 8-струнку аксессуар мы сначала это покупаем. Сколько мы денег? 400, да? Здесь уже не хватает. Так, что мы продаем в итоге? Угу. В тембровом разломе. Щит, не щит. На любом рифе, да? То есть так, подожди. 4. А, я так и не нашел эту пятую, да? Ладно, сколько у меня денег сейчас? 1400. Тихо, тихо. Так, сначала покупаем вот эту. Угу. 1000, да? Ну, по идее, мне должно хватить. Сколько у нас? 600? 950, да. Все, у него все скупаем. Все, unlock every reef. Отлично. Every reef unlock. То есть мне сейчас нужно еще 1450. Купил Т3. Да, чуть-чуть зелье продал, но типа, а что, зачем мне нужны мне? Так, это ход каждого врага. Каждые 3 хода, начиная с первого, связывает тебя с случайной шляпа. Враг это при получении урона из любого источника, но... Типа это если я ставлю кровотоки, да, то кровотоки наносят больше урона. За каждый призыв? Вот это, наверное, лучше как-то. Не, вот это прикольный. Как бы крещендо набирать, это нормальная тема. Блин, мерзкие струны, с одной стороны мерзкие струны, да? Это значит, через кровотеки идти, то нормально. Вот здесь прикольно, что можно создать через выкалыватель, да, вот типа вот так сделать. И через вот эти стальные струны, то есть ты всегда наносишь себе урон и всегда... И всегда, да, всегда-всегда. Но мне что-то, честно говоря, Killswitch больше нравится. 2 крещенда. Ну и струны... Ну, либо вот эти, либо стальные, либо мерзкие, да? То есть у нас других вариантов особо-то и нет. Типа с кровотеками, но мы не через кровотек играем, поэтому, ну, пофиг плюс пофиг. Так, что у нас там по рифам, по рифсонам? Так, а с прокачкой что тут? О, 80, нифига. Блин, кайфово. Я бы взял. Не, ну это... Переаккорд, наверное, надо оставить, потому что
хилка небольшая. Это кровотопор по всем сразу лупит, это хорошо. Щит генерировать, как будто бы я не особо-то этим и пользуюсь, да, а вот это бы я взял тогда. Ритуал силы, ну теперь-то он хорош. Плюсовой. Узы тоже вроде как не пользуюсь, я бы вот этим взял тогда лучше, 2 этих взял. Чутка подфармить бы еще бавку. Дун-дун-ду-ду-дун. Жаль только до них бежать далеко. Ну мы можем попробовать здесь хоть и подняться вот на лифте. И пойти назад. То есть, как вариант, это единственное, что нам остается. Но мы пока скупили все, что могли скупить. Типа, ну вот, и вниз пойти. Колокольные пещеры, чтобы просто... Нам чуть-чуть джент надо и денег. Нам, по сути, даже надо больше денег, чем джент. Здесь врагов нет, надо еще ниже спускаться. Да. Это наш шорткат был тот. Здесь, по-моему, враги были рядом. Относительно рядом. Относительно несложная группа. А может, сложная. Не помню, где они были. Честно. Я думал, они ближе, а они что-то вообще не близко. Или они одноразовые здесь тоже были все. Щет! Ничего за говно? Ну что они одноразовые-то? Они реально одноразовые были. God, no! Ну, как бы все хорошо, но вот эта душка с валютой, с прокачкой, это, конечно, very такой момент. Неприятный. Типа вот зачем? Чтобы что? Чтобы я бегал и душился? Ну так, ну, я бегаю и душусь, да, окей, хорошо. Кому от этого легче, лучше стало, не знаю. Блин, сейчас еще и в пятерку застрелят. Да, я же говорю, в пятерку сейчас застрелят полностью на фулку. Гандон. Ну-ка, а вот сколько вот он сейчас нанесет? Просто чисто любопытно. Ну нисколько, все правильно, он нисколько не должен был нанести урона. Мне просто было любопытно. Потому что по ощущениям, как будто раньше наносил прям очень много за раз. Ну, я еще его не убил.
Я думал, ему уже все, габельчик. А ему не габельчик еще. Нифиг ты себе. Я что-то уже думаю, ну все, типа, хватит с него. Ну, прикольно узнали, что они могут превращаться еще в это. Назад в кокон входить. Тоже, однако, здравствуйте. Блин, не успел. Дон. Плюс ползахилка. А можно мне одну дженту вот эту взять, пожалуйста, где-то высрать ее? Нет? Нет такого варианта. Жаль, этого демона нельзя никак отскалировать в урон. Типа хотелось бы, чтобы он просто тоже втаскивал как-то жестко, прям вот джубошил. Гейн? И такие типа на 156 урона. Хоть одну дженту дайте. Брази. Гандоны! Не, я понимаю, можно докупить ее, но... Ну, хотя, в принципе, да, можно одну дженту докупить там и бафнуть. Хотелось бы... Чтобы просто выпало. Не, музыка, конечно, кочевая. Подожди, а я забыл, а что вообще играет на этом, на акустике? Я даже забыл, что у нас вообще стояло здесь на акустике, если честно. Чисто из любопытства. Го попробуем. Да, это, конечно... Это будет... О, зато этот у нас... Я и забыл, что там... Ну давай. Запил. И...
Я просто забыл, что там вообще было-то у нас. Тюнг. А то мы как гитару сняли, на басуху перешли, так и это. Там, та-да-да, там, 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 та-да-дам. Не повезло с картами просто немножко. На начало. Просто не умер еще. Другое дело. Не растет кокос. Ладно, должны так докупить уже. Мне там одной не хватает. Еще бы просто вспомнить, где это все продавалось у нас. Помню, что где-то продавалось это все у нас. Этого чела нет. Ой, ладно, я помню, что в лагере Дротпре точно продавалось это все. Куда они все это делят-то? Я же точно помню, здесь продавалось. Щит. Мужик, что? Это помню. Волны. Да, здесь эти телепопики. И... Ну я же не шисну, где-то же она продавалась. Может, они просто переходят вместе со мной дальше? Типа, они не продают здесь больше, а идут дальше на... Я видел, где-то их много где продавали. Ну я же помню, Опа. Видно, дико шоу с мощными слоями и ревущими басами. О, да, СМР всегда вкладывается попал на этих мероприятиях. Пойду еще раз проверю, стало с чем. Ну, ночь. Я же видел. Вот, здесь продаются зельки. Ты по меня рофлите, что ли? Во! Вот. Более апгрейден инструмент. If you say so. Хотя нет, у меня вот это еще и... Подожди, удар. Адский удар еще не прокачан. Нужно 5 еще, да, этих. А мне хватит теперь на этот, на прокачку, нет? Готовченко. Ну все, мы дофармили, go next. Вышибалайт. Опа, а это откуда? Нюрс? Навесила? Она просто захиливает нас. Так. Там мы были, все, я вспомнил. Ну все, погнали. Ты же участвуешь в битве, мы все с нетерпением ждем начала. Ты готов выступать? Да. Отлично, заходи, да начнется шоу.
ASMR present! О, сундук. Погнали! Роб, о, наши фаны! Чуваки, чувихи, встречайте! Добро пожаловать на ежегодный фестиваль! Super Metal Records! Битва! Бендов! Все наши отважные участники, за которых бы, чуваки и чувихи, собрались повалить, съехали со всего света ради шанса стать следующим артистом лейбла Super Metal Records. Но, как вы все знаете, победитель может быть только один. Итак, без лишних слов представляю наших первых участников. Роб? Как, он не должен был выбраться из тюндра живым? Так, отставить, соберись, Рик. Наш первый участник Роб! Но ни в какое сравнение не идет с нашими следующими героями. Киберхэнком и мистером Миди. А теперь да начнется битва. Я, возможно, сразу сумею его офнуть. Так, минус 20-ка. Пошел. Пошел. Все, первый минусов и сразу демона встречаем. Нормально. 200 хп просто. 260 хп просто с лету. От врага. Я пытался заблочить, но обосрался. Эй, эй. Тебе габелка, челик. Черт. Меня еще немножко продамажило. Вау, чуваки и чувихи, только что на ваших глазах наш Роб одержал уверенную победу над Киберхэнком и мистером Миди. Однако удастся ли ему проявить себя так же успешно в следующем туре? Страх и ужас они приносят людям. Встречайте! Накрытые медным тазом! Что, может, ультой в них бахнем? Или рано, пока думаете? Давайте бахнем. Запил, поехали. Пулка. По 140, нормально, втащил им. Надо было... А, ну хотя я же не смог, вот, да. Блин, не убил. Блокнул. Нормально, 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 нормально. Так, идем.
Very опасно. Не должен был победить, это Unreal. Упс, не обращайте внимания, чуваки и чувихи, случайно мьют отжал. Если вы видите то же, что я, то это еще одна убедительная победа Роба. Все похлопаем Робу. Отлично. Эй, 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 эй. Пусть парень насладится моментом славы, ведь он так короток. Наша следующая группа, несомненно, собьет с него спесь. Встречайте, Диоксид Кармы. Блин, клевое название, кстати. Ля, их 3 уже. Это босс-файт считается. Так, в кого бахаем? Гитара, гитара или барабан? Давайте в этого. Он лысый. Я не доверяю ему. Так, -1. И еще демона. Лучше бы... Ладно, сойдет. Погнали! Чистоган. Бум! Сюда! Ха-ха-ха! Трехнуты! Изич! И вот оно, чуваки и чувихи, непонятно как, несмотря ни на что, победителем первого раунда битвы бендов стал... Битвы бендов Super Metal Record становится... Оп! Роб! Сюда! Да, это было эпично, парень, настоящий герой. А теперь нас ждет перерыв перед вторым туром. Разомните ноги, купите водички, зацените наш фирменный мерч и возвращайтесь. Ты понимаешь, что я сейчас сам себе в ногу выстрелил? Ты хоть представляешь, сколько чуваков убить готовы за такую работу? Я, пожалуй, сделаю после нашего разговора пару звонков, потому что, как я вижу, тебе просто плевать. Босс, вы все неправильно поняли. Да ладно, я все не так понял, но прощайте меня, неужели тебе удалось не допустить Роба к участию или помешать ему победить в первом туре? Да, он правда выиграл. Да, вы правы, босс, я облажался. Но не волнуйте меня, я могу все исправить. Роберт Попсон? Ну, надеюсь, что не Попсон, конечно. Вообще, Роберт, да. Даю тебе еще один шанс. Либо ты выполняешь свою работу и не пропускаешь ненужных людей, либо до конца своих дней будешь туалеты драить. Это если тебе повезет. Старина, ты пробился, смотрю трансляцию, меня даже здесь перед экраном сносит твоей силой звука. Ты почти дошел до финала, и по выражению лица Ривсона я вижу, что он изрядно этим взбешен. Он явно собирается подкинуть тебе какую-то подлянку. Сдается мне, его громила получили приказ вообще не пускать тебя в следующий тур. На главных воротах тебя уже ждут, но не бойся, у меня есть план. У СМР есть тайная дверь, чтобы быстро перемещаться по площадке. Поищи этот потайный ход. Если часть столпа существа, тебе станет проще смотреть все помещение. Черный ход, скорее всего, будет там, куда тебе раньше доступа не было. Удачи, Роберт. Роб, ты мой любимый участник. Проходи. Блин, извини, чувак, без шансов. Приказ Ривсона. Я пускай запрещена, похоже, ты решил сойти с дистанции после первого раунда. Странно. Отвали.
Потому что денег мне за эти победы не дали. О, Олег Швернер, не пытался, когда ты так ворвался. Сейчас-то год моей жизни но будь оформленным фанатом, у тебя мигом на кусочки порвали, будь с вами повежливей. Эй, хорошо не игнорить, бро, я тебя сейчас реально добью в танце, не уводи во мне зверя. Отвали, слишком крышу тратить на тебя время. Вам, братан, извини. Пожалуйста, простите, извините. Есть потайной ход в вип-зоне, чтобы попасть во второй тур. Вау. А, можно отсюда надо зайти. Вот так. Вот так. Вот так. А, да. О, сундук. Золотые струны. Так. О, при обнулении слэпа хилит тебя. Пользоваться, что это такое? Подожди. Еще здесь, походу, не был. О. Прохожу сквозь текстуры без регистрации смс. Окей. Так, ну, сказали толпу, да? На какой-то гидроэлектрошманранции. Босс, как вас занесло в нашей гребеня? Личный контроль, дружище, неусыпный личный контроль. Доложи обстановку. Пока все по плану, никаких происшествий. Моя команда патрулирует периметр. Если кто-то умудрится пробраться сюда, мы его мигом выловим. Прекрасно, похоже, мой план сработал. Финал уже близится, Роберта все нет. И наш всеобщий любимчик, который пропустит. Какая жалость. Хе-хе-хе. Это мы обеспечим, сэр. Приятно видеть в своей команде настоящий талант. И все, мне пора обратно на арену. Время объявлять финальный тур. Полсон? Или Попсон? Так, понял. Лифт, понял. Подожди. Ну, надо доисследовать до конца, наверное. Не просто ж так здесь лифт, да? То есть, значит, надо что-то с другой стороны еще посмотреть. Может, нажать можно еще что-нибудь. Сюда сходить, сюда сходить. Ну, или нет. Ну, или нельзя, что бубнить-то? Ну, ставить нам особо нечего на эти всякие примочки, поэтому поехали просто на лифте. Я feeling myself довольно уверенно с этой восьмистрункой. Это какой-то дом уже. Эй, ты! Ты что забыл? Знаешь, что будет СМР сделает, если тут поймает? Уливай оттуда, быстро! А почему я себе не могу просто подраться? Это стелс. В принципе, постарайся не привлекать себе внимание, если охрана тебя поймает, тебе конец. Почему? Типа я понял, что мне конец, но я не понял, а почему? Как бы да, я понял, что да, Не, ну типа, окей, давайте попробуем по стелсу пройти без проблем. А как здесь? А, он дальше ходит. Нормально. А, он вверх идет, нормально. Ух.
Я думал, он так и будет стоять здесь, думаю, как его обойти-то. Ладно, не самый душный стелс, который мог бы быть на самом деле. Ламаса, а у тебя откуда такая инфа-то вообще? Хорошо, я бы не торпедаться, я тут пытаюсь битву бэтов, смотри, если мой шеф видит, как ты еще и ты сюда залип, он сразу прощает, что я слакаю. Хотя можешь заработать как прикрытие. Стой тут и сделай сложный щи, как будто пытаешься вникнуть в запутанную схему. Да, именно такие. Ломал. Извините. Мои эти окна в подземной лаборатории, блин, я уже думал, мне не выпадать некуда. А, я же был тут нашим сотрудником, пока Ривсон меня не понизил низкий KPI в научной деятельности. Нет, ты не ослышался. На науку у него тоже есть KPI. Я даже не знаю, что это вообще такое. Ну, вообще могло быть и хуже. Натирание этих панелей до блеска и скрипа занятие довольно медитативное. Да, вот это, знаете, KPI на исследования и разработки. Что ты медленно разрабатываешь, братан, давай побыстрее. Хочу успеть закончить отчетом до следующего тура битвы бендов. Ривсон требует аналитику по битвам, чтобы знать, на каких артистов стоит обратить внимание. Эй, а ты же участвовал в первом туре, тебе лучше вернуться на арену. Я не должен тебе это говорить, но ты же знаешь, как использовать карту пропуска для дверей? Я стоям. Бодрые струны, что? По врагам восполняет ОЗ в размере равно проценту от нанесенного урона. О, кайф. Ну, это, по-моему, тоже для басухи, да, скорее всего? Как я и думал. Эффект от использования звуковой энергии ошеломляет. Она может воздействовать не только на пространство, но и на время. Чит. Мы уже знаем, что ее можно использовать как оружие и создавать ее с помощью живых предметов, но ведь это не предел. И что еще можно освоить с ее помощью? Вечный двигатель, телепортацию. Нам нужно набрать еще исследователей в команду. Одному тут не справиться. Подумай только, такие невероятные силы, а мы их тратим на создание каких-то дурацких тварей. Эй, а ты кто такой? Если ты не жил дело разработки, молись, чтобы охрана тебя не заметила. Извините. А, ну он сюда не подходит, да? Да? А, я понял, куда мне надо. Мне туда надо, вниз. А, и вот мы это, да? И вот мы тут. А мы тут зачем? Мы тут чтобы что? Чтобы тут сундук забрать, походу. А, мы эту еще дверь открыли, я понял. Вот оно что как. Да, как сложно здесь, конечно. Сложно, сложно, непонятно. Ой. До свидания. Извините, пожалуйста. Ядрить они душат. Ой. Так, смотри, это же Роб. Первое, на свое описание, приказ самого верха спасти тебя с лестницы. Удачки. Ай, шит. Я понял, то есть здесь не будет никакого боя, здесь просто меня возвращают на предыдущий уровень, но...
Что ж, стелс не получился. Фак. А, здесь стена. Этот факс дважды. Нужно там обходить. Нужно отсюда идти. А вот тут, честно говоря, мне не очень понятно, как идти дальше-то. Типа, ну... Этот меня не пропускает? Он остановится раньше. То есть только отсюда проходить. А, отсюда тоже не пускают, да? То есть вот так, ну первые две клеточки еще можно, остальные нельзя. А, и эти нельзя тоже. Он сюда встает жестко. Ебабейш, он здесь меня трахает, конечно. Допустим. Проскочим здесь. Консолька-то вон она. Не туда надо. А никого нет? Да. И наверх надо. Фига, я как успел. Тут какая сетка перекрытия у них. Ё-моё. А тут ничего нет больше? Вроде ничего больше нет. Я так смотрю, вроде ни сундуков, ничего больше здесь не обнаружено. Еще одно зелье. Ты кто? Да, читай книгу. Ты вообще в курсе, что это такое? Вот и выросло поколение. Некоторые предпочитают тратить перерыв на то, чтобы смотреть битву бендов. Я слышу, они сейчас идет по телевизору. Как по мне, это глупо. Сами же у нас работают. Неужели не знают, что это битва подстроена? Кто мог подумать, что ТВП так легко манипулировать? А это идея. Ты же не думаешь, что такой контрол-фри, как Мистер Риша, на самом деле позволит победить кому угодно? Вся эта битва — часть его большого бизнес-плана. А теперь провалю. Мне провернут мозг в рабочее состояние. Не успел. Подожди, а как здесь? А как? А как какать? А как какать-то? Братик, пусти. А, вот так. Я понял. Он делает подшаг потом. Мужики? Я М1, потому что здесь никто со мной не дружит. Я работал в отделе изучения звуковой энергии еще до того, как его переквалифицировали на создание монстров, и пришла очень странная команда. Поэтому мы будем создавать милашек-мультяшек, но все остальные топили за разработку жестоких и свирепых тварей. Тебя тоже перевели в команду по разработке монстров? А это раньше тебя тут не видел. Ага, не то чтобы это работа мечты, но, блин, все лучше, чем окна мыть. Это точно. Как думаешь, зачем СМР вся эта тема с монстрами? Они кучу людей в этот отдел перекинули с нашего исследования звуковой энергии. Говорили, что собираются выпускать типа новейшую линейку домашних питомцев для коллекционеров, типа как в одной игре. Ну, хоть тема-то хоть тема классная, чё. Да, придумать основных музыки зверюшек прикольно, но сколько же образцов Ривсон хочет от нас получить? Зависит от того, насколько успешными окажется проект. Может, самых сильных наших монстриков будут использовать в боях битвы бендов. Вот это будет круто. Бейст. Ну ладно, со второй попытки застелсили максимальнич. Но еще одной карточки фиолетовой не хватает. Я чувствую, мы за ней сейчас ходим. Пролонгатор затухания, что такое? На всех А вот карточка.
А, ну вот и за сундук мы вскрыли. Ты знаком с доктором Треньком? Он был моим наставником, когда тут еще работал. Я с него пример бала. Интересно, почему он уволился? Может, это программа по созданию монстров? Он ставил ее истоков на помере развития проекта, стало видно, что его доливает сомнения. Слушай, тебе запрещено находиться, но раз уж ты Тренька, то может быть спокоен, я тебя не ведом. Ну, типа, я карточку взял, все, мне взад надо. Поехали. Ой, по-моему, пока я тут ходил, у них уже прошел финал, объявили победителей. И уже все домой разошлись. Типа, а есть вариант не использовать лестницу? Зачем этот коридор вообще сделали? Роб. Это очень грустно, чуваки. Но похоже, нам придется дисквалифицировать победителя первого тура и продолжить без него. После ошеломляющей героической победы кажется, что мужество раба покинуло, и он, вероятно, бежит домой, обливаясь постыдными слезами. Как жаль, но шоу должно продолжаться. Итак, на сцену приглашается занявший второе место в первом туре Диоксид. Что? Не может быть! Это... Ну, я, наверное, поторопился. Это Роб. И чтобы продемонстрировать, что это, разумеется, честное испытание, отваги и таланты, и никто никому не подсуживает, шоу продолжится. Я боюсь, целым и невредимым Робу оставаться недолго. Прямо сейчас на ваших глазах я объявлю ремикс следующего тура. Вы не ослышалось, вместо соперников Жудирова предстоит сразиться с нашей корпоратив жутких монстров СМР. Как тебе такое, Ил Роб? Давайте посмотрим, удастся ли ему выбраться из этой передряги. Поаплодируем первому, надеюсь, последнему монстру-мутанту. Роковые грузди. Ля, какие. Уф. Я забыл его этот паттерн. Это один из первых боссов. Ну, не боссов, а этих был. А почему у меня хп 85, хотя у меня было больше должно быть? Ну, плюс 20 же должно быть еще. И он опять побеждает. Как так-то? Если хотите, можете поаплодировать Робу. Давайте посмотрим, как он выдержит следующую атаку. О, постоянный ток. Саламандры эти. 200 у каждой. Ё-моё, вы чё, меня рофлите, что ли? Ну, запил, поехали, чё мы? Я нажал. Ладно. Две обосратые. Сколько там? 100... Ну да, я думаю, 150 где-то хотя бы нанесем урона.
Невероятно, просто невероятно. Очередное мега удачное выступление. Кажется, у нас назрела необходимость некоторой организационной реструктуризации. Но пока... Давайте посмотрим, удастся ли нам прервать этот взлет. Поприветствуйте. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Одногерцовые близнецы. Нифига. 200 хп у каждого эффективное. Ну, как бы у меня нет смысла тратить пока... Блин, 2 хп, серьезно. Ну, давай, наверное, в двойку фигач. Ну, нормально, хотя бы так. Пошел в сраку, я додотал его. Хватит, мое терпение на исходе. Ты ни за что не пройдешь этот раунд, Роб. С этим противником ты, кажется, уже встречался. Это ты. С этого момента ваши последние встречи мы немного доработали. Или не немного. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, а его мы помним. Но ты, лузер, помнишь меня, Ларри Набис? Пойду спать, давай, киберкипи. Доброй тебе ночки, спасибо, что побыл с нами. Всего тебе балдевого. Если что, это там среда-четверг, ориентируйся, не пропускай. То-то тебя и конец. Никто не может безнаказанно выставлять Ревсона идиотом. Ларри, уничтожь его. Надеюсь, ты готов. Ларри Набис. Сколько не 700. Епа. Ну ты тут легнуться. Нормально, блокнул. Сдало какое-то говно, если честно. Ну давайте в запилу уйдем, что ли, тогда. А что еще делать-то? Ну я нормально нажимаю, они просто очень медленно идут. Я в так пытаюсь нажимать. Ну хотя бы соточку нанесем, суперчей, нормально, ладно, пойдет. Давай, 2 атаки по 12. Ну, проблочил чутка.
Так, он чего сейчас разбафывает? Да, становись с хилом-то, алло, брат. Как тебе и надо. Курица помада. Нормально я ему снял, кстати говоря. Спит. Нормально, блокнул 9 урона всего. Тихо, там бомба. Захилимся. Чуть-чуть. Пойду спать. Давай. Так. А мы пока захиливаем. Полка. Га, уже потные какие катки идут у меня. Опа, win the battle of the band. Кевал, ты действительно хорош. Может, я действительно неправильно выбрал сторону. Как я вообще могу сражаться с чувака, который лишил меня моих роскошных волос? Согласен, братан, не знаю, ну ты лох. Все мои локоны. Их больше нет. Плакать хочется. Хнык. Что ж, битва окончена. Как мне не противно это признавать, но придется. Я же гендиректор Super Metal Records, черт побери. Все здесь знают, что Super Metal Records никогда не отказывается от своих слов. Что вы скажете на то, чтобы я пригласил старину Роба к себе в офисе и подписал с ним контракт прямо сейчас? Не, ну восьмиструнка это вообще какая-то имбища жесткая. Рад слышать ваш энтузиазм, чуваки и чувихи. Мы не справились бы без вас, наших преданных фанатов. Спасибо, что пришли. Не забудьте перед уходов оставить щедрые чаевые нашему прекрасному обслуживающему персоналу. Рейвсен отключается. Интересно, мне дадут выбор, подписаться или не подписаться? Пресвятой Ди Майо, Роберт, у тебя получилось, ты победил в битве бендов, у тебя вряд ли было время заметить, но я болел за тебя в первых рядах. Разумеется, тебе сейчас предстоит принять важное решение. Риксон собирается вручить тебе главный приз, контакт с МР. Выбор с тобой, подумай хорошенько, но сперва, время как следует отметить твою победу. Тут позвал пару друзей, мы сидим на крыше, они ждут не дождутся, когда к нам приснится виновник торжества. По лестнице на арену, чтобы... Подожди, а есть вариант, где вдруг нам предложат... А вдруг... Можно будет выбрать. Так, только не Sound Blaster, а Save... Файл... Локатион. Хочу сделать бэкап на случай, если можно будет передумать. Local low, это, то есть мы идем up data, local low, Ritual Studios, fretless, я понял. Точка SAF. Все, вижу, точка SAF. Ну, тогда просто это... Все. Если что, у меня есть копия сейва на всякий пожарный.
А, Роберт, все равно не ждал увидеть меня воплоти, а не по телефону. Я только слышал, что ты победил во втором туре, и решил, что должен встретиться с тобой любой ценой. Только не здесь, Роберт, но я тут затеял генеральную уборку, в лаборатории нашел один девайс еще с тех пор, когда работал на СМР. Он позволяет, наверное, перемещаться в любой СМР, типа телепорта. Могло бы сэкономить на моему силу времени, да, но это было бы не так весело, ты должен такое понять. А теперь до встречи с Ривсоном, ты же не собираешься подписывать с ним контракт, да? Надеюсь, наш план еще в силе. Нам нужно положить конец программе СМР по созданию монстров, в которой я, к стыду своему, принимал участие. Ты, как всегда, немногословен, но, пожалуйста, Роберт, подумай об этом. Невероятно! Вот только вчера ты отправился с верхних запилов покорять битву бендов, а теперь ты реально выиграл. Я знала, что у тебя получится. А что насчет главного приза? Подпишешь с СМР? Погоди, тот чувак с огромным мечом, с которым ты сражался, ты разве не предыдущий победитель? Не знаю, что-то тут не так. Это же Боджек! Боджек, братушка! Ура! Золио не может сдержать слез радости при виде тебя. Блистательный герой! Должен сказать, что это была потрясающая демонстрация боевого мастерства и музыкальной мощи. Даже при всей непревзойденной стойкости Золио я трижды терял сознание. Тем не менее, я, конечно, мужественно поднялся и смог стать свидетелем твоей победы на арене. Как думаешь, СМР позволит тебе сопровождать Золио в поисках кладов, когда ты подпишешь с ними контракт? Мне не помешает стойкий и сильный телохранитель. No shit. Прикольно, Боджек. Кэп. Хвала, Нептун, ты сделал это, парень. Мы с командой, разумеется, выбрались из тундры. А когда узнали, что ты прорвался в битву бендов, не смогли пропустить такое зрелище. Я потом тебе расскажу о наших приключениях, а теперь скажи, что ты собираешься делать. Подпишешь с Ривсоном? Мои рыбаки поспорили на тебя, они считают, что ты пролетишь. Я сам, честно, не уверен. Роб, помнишь меня? Я Бруно из верхних запилов. Да брось, чувак, неужели ты заведился? Нормально же сидели. Помнишь, я забрался по канату высоко, а ты снизу меня подбодрил? Да ладно, такое не забывается. Вот, ты же вспомнил. Ладно, не забывай нас, простых парней, когда отправишься в страну СМР. Да, хватит злорадствовать, ты мне сделал, признаю. И да, если хочешь знать, Ривсон меня только что выгнал с позором. И что с того? Честно говоря, тебе удалось привести меня в чувство. Я даже не могу вспомнить, почему я присоединился к этим ребятам. Все как в тумане. Но хватит обо мне. Небольшой совет, хорошенько подумай, прежде чем подписываться с СМР. Я не говорю, что не стоит, просто подумай как следует, ладно? Позоришь. Кабинет Ривсона. Дун-дун-дун-дун. Господи, я ненавижу этих людей, они такие утомительные. Ладно, что там у нас? Как там тебе, Роб? Ты сделал это, ты победил. Я с самого начала знал, что ты можешь это сделать. Ты крут. И мы на самом деле собираемся подписать с тобой контракт, как и обещали в промо. Не нужно читать мелкий шрифт, все честно, это супер выгодная сделка. Перед тобой пожизненный контракт на продажу работы на Super Metal Records. Не, ну мы же говорили, что нет. Видишь ли, я знал, что ты станешь для меня большой проблемой. Ты уже понял, что я пытался помешать тебе дальше, даже просто добраться до битвы бендов. Теперь ты выиграл, я подумал, ничего страшного, я просто заставлю его подписать контракт, завладею его душой, и это все исправит. Не сработало, бесит. Ты не из тех, кто любит поговорить? Я знавал такого парня, ему это, впрочем, не помогло. Знаешь, все предыдущие победители соглашались. Затем я до сих пор и занимаюсь этой фигней. Да, это дорого, и на это ушли лучшие годы моей жизни, но мне удалось вырастить для СМР целую плеяду артистов, или лучше сказать, стадо дойных коров экстра-класса, сам понимаешь, я не могу тебя отсюда выпустить, а теперь, когда ты видел контракт. Ты парень молчаливый, но все равно риск слишком велик, ты же понимаешь? Сейчас ты увидишь, что я не просто так стал супер-медал гендиректором. Рик Ривсон. 666, типа сатана? Сатаняш? Ха-ха. Так, пошла жара. Блин, я уже думал, сегодня по-быстренькому, а получилось вообще не по-быстренькому.
Ну ладно, 4 из 5 запарировал. Ты сейчас еще захилится. На 60, блин, ну нормально так он, да, эй, остановись, брат. Кто такой жесткий-то? Запиливаем. Так, поехала жара. Пулка. Ну, отзахилиться, я считаю. Ну ладно, хоть одну блокнул. О, пошел в сраку. Еще пол хп осталось у меня. О, кстати, у меня из-за того, что бабка слетела, ХП упала, и я нанес там гигаурон. Ну ладно, в основном части проблочил. Ну, хотя бы одну заблочил.
Сюда! Пошел! Если ты что за терминатор? Ну, поехали в запил тогда, что ли? Попробуем сразу всех офнуть. Ну, хотя бы сотку, если нанесу, будет нормально. Хилиться-то мне все равно пока не надо. Найс. Кажется, это типа вообще не помогло мне, да? Невкусно. А почему я ему не пробиваю бошку просто вот никогда? А, вот сейчас могу пробить ему бошку, да? Не очень неудачно у меня вышло в итоге. Да. Ну, что-то у него хп прям, ну, зверски много. То есть я этим ничего не пробью, да, нормально. Хотя, есть шанс пробить. Не-не-не-не-не-не-не. Не будем рисковать, давай за запилом ему тоже ответим. Это что-то как-то very опасно. Пулка. Надеюсь, все разом и вышибу у него эти провода. Ага, второй раз пришли провода. Так, давай сюда. Только если так.
Но у меня другого варианта особо нет, если честно. Не получилось. Этот захиливать будет сейчас. Но он захилит очень много, если честно. Я надеюсь, он будет в провод кидать. Отлично, в провод. И второй раз мне должны еще дать, по-моему, пострелять в него. 279, блин, ну вы захилить сейчас очень... О! Очень опасно сейчас делаю, конечно. Очень опасно. Подожди, а если я сначала сделаю вот так? Потом вот так, а потом вот так. Типа еще... А, стоп. Так вари опасно делать, да? Не так вари опасно делать. Ладно. Либо мне габелла, либо мне не габелла. Ульта пошла снова у него. Щит, факс. Нет. Выжил. Пошли, я тоже в ульте. Ладно, не фулка, но сколько-то захилимся там. Семидесятку захилили, нормально. Чет. Блин, он сейчас захилит себя с 16. Ладно, не так сильно захилил себя, кстати. Пойдет. Чит. Не габела, по-моему. Говно.
Надо, чтобы в провод. Фигач в провод, пожалуйста. Щит, не в провод. Зря, кажется, но... Ладно. Да, зря. Мисплей. Вот сейчас надо было в него пихать это все. Да, вот он получил урон, значит. И все, и вот он. Дмитрий Кривсон. Фух. Победа вместо обеда. Что? Быть не может. Как могла твоя праведность и чистота долетела моего гнева, злобы и жадности? Ты доказал свою правоту, я сделаю все, что ты хочешь, только не бей меня больше. Старина Ривсон знает, когда сопротивление бесполезно. Установить программу производства монстров и аннулировать все контракты с исполнителями. Да брось, это же не серьезно. Это же самые крупные наши источники дохода. И серьезно? Ладно, только не бей. Я вообще-то очень чувствительный и ранимый парень. Знаешь, изначально я вообще не собирался забирать души наших артистов в вечное рабство. Когда я только пришел в СМР, я просто хотел, чтобы наши рифы и басы звучали по всему миру. Ну и заработать на этом несколько кусков. Что в этом плохого? Я не знаю, когда все пошло не так, но шаг за шагом, чем чаще я шел на компромисс с собой, тем больше душ захватывал. Как будто я тратил частичку своей души. А вся эта затея с монстрами, она задумывалась просто как программа для развлечения самых маленьких зрителей. Но в силу звука казалось возможно все. Я был так рад, что даже не думал, что что-то может пойти не так. Все вышли из-под контроля. Теперь я это понимаю. Просто уйди, оставь меня. Ты победил, я отпущу артистов и соберу всех разбежавшихся монстров. О, и да, Роб. Как только я со всем этим покончу, если ты все еще хочешь стать музыкантом Супер Метал, я был бы рад заполучить тебя в команду. Никаких крафтских контрактов, конечно. Ну все, ГГВП. Based on the world of Rob Scallon, developed by Ritual Studios. Интересно, там в конце что-то будет еще или нет? Ну нормально получается. За сколько? За 10 часов прошли где-то. Ну, я не думаю, что у них такие длинные титры будут, такие длинные. Это все-таки индюшкина. Так, пока там смотрите, я, давайте гляну, кого можно еще рейдануть, то кто еще не спит. Ага, и Юм не спит. Вот Бучанки с Demon Souls есть. Просто я не думаю, что кто-то еще стримит эту игру. Нет. Но не на русском. Стримят, но не на русском. И, видимо, только начали недавно. Либо на Вучанг. Да, не, ну давайте, если кто-то еще стримит Фретлес, то, конечно, интересно
Да даже не на русском, что вы, английский что ли не знаете? Блин, на самом деле, что-то мне кажется, зря я сейчас закончил игру, потому что надо было оставить, наверное, и посмотреть сразу обе концовки. А я сейчас не знаю, то ли сейчас задушиться, то ли в другой день просто на полчасика запустить, посмотреть другую концовку и офнуть с позором. Да, можно, в принципе, тогда, да, в среду посмотреть другую концовку, там другой бой, это тоже на максимум на полчасика будет, получается. Там был какой-то ультра-мега, там был ультра-мега ластовый босс, ты что, пропустил? Братуха, ты что? А, ну там есть две концовки, я вторую еще не знаю. Но да, там был ультра-мега, но он, честно, не такой сложный. Ну, не знаю, то ли у меня билд собрался такой, что прям это... Не, слушай, ты давай, если будешь играть, я вообще только за, еще и бэкситить буду. Как бы я с радостью посмотрю. Ну, а так, ну, как бы, да, тут понятно, что сюжет не то чтобы особо мега сложный или мега непредсказуемый. Спасибо. Ну что, First Try, кстати говоря. Босс-то лег с первого. Но восьмиструнка прям... Она поначалу сложная. Ничего больше нет. А потом прям раскрывается. Что, мы будем сейчас смотреть вторую концовку или потом уже посмотрим? Потому что сейчас отдыхать пора. Мне кажется, сейчас отдыхать пора. Хотя я в крайнем случае, может, там, не знаю, в среду на полчасика запущу, посмотрим другую концовку и пойдем отдыхать дальше. Может, я чувствую, что я что-то уже немножко подустал. Подзапотел, надо передохнуть. Да, в среду. Я тоже думаю, в среду просто посмотреть какую-то, вторую концовку и, может, какие-нибудь демки еще, или просто посмотреть концовку и офнуть, там, смотря сколько она будет длиться. Я сейф-то забэкапил свой. Да, поэтому... Давайте я вас на другой фретлес закину, наверное, потому что я не знаю, либо у вас какие-то есть варианты, кого закинуться можно? У меня почти все спят. Так что я могу вас на другой фретлес зашвырнуть и тоже пойти балдюнькать. Сижу, работаю. Нифига ты, конечно, придумал. Работать в 3 часа ночи. А ты хорош. Солидите. Так что ладно, давайте вас на фретлес, там самое начало. Они еще с акустикой ходят, то есть даже не басуха. Хотя, по идее, басуха уже должна быть где-то рядом там. Может, просто не стал брать. Но в любом случае посмотрим. Английский, не английский. Разберемся. Вам, ребята, спасибо всем, кто пришел. И за редюньки спасибо. И господин Минерал. Вот такое всем сердечку. За подписанки отдельные аригато в сердечко. Да, спасибо всем, Коломас. Нифига, ты сегодня долго сидел. Хорош. И Макс Марк спать не пошел. Вот я прям... Ребята, вот вы, конечно, дали жестко. Так что, в любом случае, вам спасибо вы. Давайте всем, кто досидел, бесплатные волосы и идем в рейд. А то у меня шея так скоро вообще задубеет. Все, ребята, увидимся, наверное, по планам в среду. Спасибо большое, что побыли со мной. Надеюсь, вы забалдели так же, как забалдел я. Был всех very рад видеть. Сердечку, гладеньких пяточек, чистых пупочков. И увидимся в среду. И большое еще вам...